Цены у нас такие, потому что у государства Израиль такие налоги. То есть отсутствие конкуренции, картельный сговор, еще что-то, это все да. Но цену определяют налоги. Если завтра, предположим, антисемиты успокоились, то отток отсюда людей будет гораздо сильнее, потому что это просто задолбало. Невозможно свой народ бесконечно то грабить, то гнобить, и потом включать телевизор или громкоговорители и объяснять, как все хорошо. В войне, как бы ее не героизировали, а ее героизируют в любом диктаторском и в любом фашистском режиме. Нет ничего хорошего. Вот вообще никогда ничего хорошего. Заложники никого не интересовали до тех пор, пока не вмешался Трамп. Критиковать Израиль нужно. Не то, что можно, а нужно. Критика властей, уборщиков на улицах, менталитета, вообще чего угодно. Это одна из движущих сил прогресса. Ортодоксы, получив политическую силу в рамках нашей абсолютно коррумпированной изначально политической системы, получили возможность контролировать министров, даже которые не являются ортодоксами. И главная их цель – это получить деньги от государства, которые они не считают ни еврейским, ни своим. Надо уважать того, рядом с кем ты живешь. Это все, что нужно для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь. Всем привет, друзья! Я рад представить вам новый формат на моем канале – интервью с экспертами. В этих выпусках я буду разговаривать с публичными людьми из разных сфер о нашей жизни в Израиле. Честно, открыто и без розовых очков. Идея таких интервью появилась у меня совсем недавно. Мне хочется показывать вам Израиль с разных сторон. Глазами тех, кто переехал недавно, и тех, кто уже давно живет в Израиле. Кто прошел нелегкий путь интеграции и готов поделиться своим опытом с другими. Мои гости – люди, которых вы наверняка знаете. Их приглашают на радио, в телепередачи, и к их мнению прислушиваются. Надеюсь, вам понравится этот новый формат, и вы поддержите его в комментариях под видео. Пишите, как вам идея и кого вы бы хотели увидеть в следующих интервью. А сегодня у меня в гостях Эмиль Шлеймович, журналист, блогер и бывший главный редактор израильского русскоязычного издания «Детали». Вы, наверное, знаете его по YouTube-каналу Шлеймович. Давайте разберемся. Мы поговорили с Эмилем о множестве актуальных тем. От политики, налогов и цен на жизнь до арабо-израильского конфликта и религиозных перегибов. Получился очень интересный и откровенный разговор. Обязательно досмотрите до конца. Давайте сначала познакомимся. Расскажите, как вас зовут, кто вы, откуда? Меня зовут Эмиль Шлеймович. Я из Баку. Я репатриировался, когда мне было 30 с небольшим. То есть, в общем-то, попал не в большую волну алии, а уехал потом, намного позднее, в 2001 году. Вот. Я медиа-менеджер, то есть всю свою жизнь я занимаюсь тем, что открываю, создаю, развиваю какие-то медийные проекты для каких-либо структур, либо для каких-нибудь богатых людей. Раньше это были газеты, потом телевизионные программы, потом сайты. И сейчас я живу в Израиле довольно давно уже и с удовольствием, переменным. Сколько лет? У нас сейчас 25-й год, в ноябре будет 24 года, как я в стране. Расскажите про свою репатриацию, как это было? Было это довольно быстро. У меня как-то решение, что надо репатриироваться, пришло достаточно резко. Я очень долго никуда уезжать не хотел, но дважды, там был бизнес, там было все нормально, устроенная жизнь, но дважды я побывал в Израиле, и он меня просто выкупил такой своей семейственностью, такой своей расположенностью к тебе. И в какой-то момент я решил, что надо уезжать. Я пошел, как все, собрал документы всякие, я галахический еврей, я пришел в посольство в Баку с уверенностью, что сейчас мне все просто подпишут, это все займет 3 минуты, и получил отказ на репатриацию. Значит, я говорю, а почему вдруг? А мне говорят, мы вам не обязаны объяснять причины вашего отказа. Вот, и я поступил, как полагается хорошему еврейскому мальчику. Я вышел, у меня было ощущение, как будто на меня небо упало. Я вышел, перевел дух и позвонил маме. А мама уехала в Израиль за 5 лет до этого. Вот, и я сказал маме, что, знаешь, меня не пускают к тебе, вот, злые люди в посольстве. А мама жила приблизительно на одной лестничной площадке с сотрудником Министерства иностранных дел, который курировал страны Кавказа, Закавказья, Южного Кавказа. Вот. И мне позвонили на следующий день, пригласили меня снова в посольство. Вот. И тот же самый консул, который с каменным лицом только что объяснил мне, что я никуда не поеду, он уже улыбался так
как будто, в общем, посольство там изначально открыли, чтобы когда-нибудь дождаться меня. Вот. Мне за те же самые 5 минут, на которые я надеялся, поставили все там подписи, печати, я уже не помню что. И после этого я вылетел в Израиль, уже поняв приблизительно, что здесь все работает так же, как во всем мире. Что чиновник, он не особо меняется, вот. Ну и я прилетел сюда, я прилетел после достаточно сложных каких-то своих там проблем, издерганный, нервный, и я по сей день благодарен Израилю за то, что он меня просто лечил. Вот эти вот наросты, которые у нас, наших комплексов, наших страхов, нашего всего, которые у нас накапливаются на протяжении жизни, они с меня отваливались. Причем, знаете, как вот вы заходите в лифт, вот я зашел в лифт в доме, где жил, значит, заходит за мной какой-то мужчина, гораздо старше меня, смотрит на меня и просто вот именно вот с таким киношным акцентом говорит: вы были в Эйлате? Я говорю: нет. Он говорит: вы обязательно должны поехать в Эйлат. И начинает объяснять, почему. То ли там вода была теплее, чем обычно в этот раз, то ли наоборот холоднее. Вот. И это все продолжается на пути там 4 этажей, на которые я еду. И ты выходишь, и это продолжается у меня по сей день. Я на днях стою возле машины, достаю оттуда какую-то коробку, сзади останавливается большой трек такой. И незнакомый мне совершенно мужик говорит: ты знаешь, как ты похож на Ицека? Я говорю: я как бы надеюсь только, что Ицек хороший человек. Мужик, у которого сзади, значит, грузовичок, у него там набросаны инструменты для сада. Он говорит: да человек-то он нормальный, хороший, только сволочь не дает мне никак свой сад привести в порядок, потому что, ну, все заросло уже. Мы друг другу пожелали хорошего дня, и он уехал. И вот Израиль, который я люблю, он вот такой. Да, это вот по этой причине люди, которые собирались сейчас за столом на Рош ха-Шана, во время одного из тостов поднимали бокалы, там, или кто что поднимал за то, чтобы освободились заложники, которых они не знают. Это не их родственники, это не их знакомые. Это по этой причине людей абсолютно незнакомых убивает информация, которая льется с телевизора, что там погиб еще один парень, здесь погиб еще один парень. Израиль, может быть, за счет того, что и страна не очень большая, может быть, за счет какого-то вот менталитета особого, она всегда была вот такой большой семьей, в котором есть свои уроды, разумеется, да, есть своего всего плохого выше крыши, но вот уже наша, да, как бы вот со своими дурными родственниками мы как-то сами всегда разбирались. Вот я поэтому, в общем-то, и приехал, на самом деле. Угу. Ну, это то, что вы любите в Израиле. Да. А что было самым сложным в начале пути? Самым сложным было понять, что ты, в общем-то, никому не нужен, ты можешь все свои прежние достижения выкинуть куда-нибудь и пытаться заново встроиться в это общество, чтобы быть нужным. Потому что, и это не мое ощущение, это ощущение практически всех, насколько я понимаю, потому что у очень многих наших людей появилась вот эта фраза: вот там мы были людьми, а здесь мы там, ну, не знаю, улицу метем. Вот это понятие «там мы были людьми», там-то тоже никто особо не был человеком, и тамошние государства, как правило, не смотрели на людей, как на людей. Вот. Но там мы были, где-то здесь я был врач, ко мне обращались, где-то здесь я был нужен. Да, ну и при этом у меня были какие-то деньги на уровне, которых хватало там на жизнь. А здесь как бы и с деньгами, как правило, возникает проблема, и ты, в общем-то, не нужен, тебя никто не знает, ты ходишь, это создает достаточно тяжелый психологический фон. Да, ну и, конечно, нового репатрианта на тот момент должны были обязательно кинуть. Да, то есть вот пока это не произошло, ты как бы еще не репатриировался. Когда я приехал, очень популярным был развод для людей, которые искали работу, их, значит, собирали какие-то левые конторы через объявление, и надо было заплатить 100 шекелей, но это на тот момент было гораздо так весомее, чем сейчас, но сейчас, например, 300, да, за там инструкции, спецформу, которую тебе дают, там, ну, собиралась какая-то сумма денег, фирма растворялась, никого нельзя было найти. Вот, меня кинули немножко иначе, я начал работать, я получил довольно быстро, где-то через 7 месяцев уже, работу по созданию новой газеты, и под нее переехал в Тель-Авив, но мне сразу сказали, зарплата будет минимальная. Значит, я поясню, что такое минимальная зарплата на тот момент. Да, это 3200 шекелей, если я не ошибаюсь, то это приблизительно 800-850 долларов по тому курсу. И при этой зарплате у тебя расписано все. Вот эта сумма у тебя идет на малюсенькую квартирку, на аренду, вот эту сумму ты тратишь в магазине, вот эта сумма у тебя остается на то, чтобы там погулять каким-то образом. Вот.
Бабушка, мир ее праху, помогала мне иногда, давая 700 шекелей, как бы она передавала мне одну из своих пособий, и это очень серьезно помогало. Я один раз в маршрутке 400 шекелей нашел. В момент, когда у меня вообще не было ни копейки, мне 400 шекелей позволили там кому-то долг отдать, куда-то в магазин зайти. Вот. Тогда в банкоматах нельзя было снять за один раз больше 400 шекелей, потому что не предполагалось, что кому-то нужно больше наличных. Зачем? Это же и так много. На 100 шекелей ты набирал себе в супермаркете коляску на 150. Ну и как бы, и в какой-то момент, значит, мне сказали, все, ну идет, там была женщина, владелец, которая в итоге потом выяснилось, кинула ни одного меня. Вот она мне сказала, все, в общем, мы с тобой поругались, ты отсюда уходишь, и за последний месяц ты денег не получишь. Вот. И ты проваливаешься в эту дыру, и я для того, чтобы из нее каким-то образом вылезти, я пошел на развозку газет. Да, это тоже были фирмы, которые тоже немножко обманывали, тебе платили как бы по ведомостям, все было по-чистому, но и была минимальная ставка часовая, но на самом деле тебе просто подкручивали часы. Но ты на это соглашался, потому что нужно было что-то получить. Значит, теперь я уехал из Баку, будучи владельцем издательского дома, с флагманской газетой, которая выходит по сей день, скоро ей 30 лет, а в разные периоды было 4 газеты. У меня, соответственно, была BMW семерка, не новая, у меня была квартира, у меня были пальцы веером, все нужные визитки и так далее. Это не делало мою жизнь слишком замечательной, иначе бы я не уехал, было масса проблем, но как бы это была, вот там мы были людьми. Да? Когда я в первый день вышел с колясочки, вот этой на колесиках, с которой обычно там бабушки в магазин ходят за продуктами, забитый флаерами, это знаете, какая работа? Ты ходишь по районам, тебя развозят по специальным районам, тебе дают флаеры, газеты какие-то бесплатные, еще что-то, и ты ходишь и разбрасываешь их по ящикам почтовым. Раньше это было очень распространено, интернета не было в таких масштабах, как сейчас. Где-то тебе не дают это делать, потому что людям надоел этот бумажный мусор, который ты бросаешь. Вот. И у меня было впечатление, когда я вышел, а я вышел еще в районе Кикар-Медина в Тель-Авиве, что на меня все смотрят, что на меня все оборачиваются, что на меня... Вот. И я сам себя успокоил, объяснив, что, слушай, на тебя никто не смотрит по той же самой причине, ты никому не нужен. Как бы ходи, разноси газеты, не ходи, не разноси газеты, ляг спать на скамейку посреди города. То есть тебя никому не нужен до тех пор, пока тебе, не дай бог, не станет плохо на этой скамейке. В этот момент прибежит вся улица, тебя начнут отпаивать, откачивать и так далее. Но то, что ты делаешь, ты же, ну, как бы не воруешь, не стреляешь, ты ходишь, раскладываешь эти газеты. Вот. Меня из этой ситуации вытащил мой друг через какое-то время, Петя Люкимсон, замечательный редактор, журналист. Он позвонил ко мне, я специально брал мало дней для того, чтобы оставалось время что-то начать писать. А писать я в первую очередь за политику вообще отказывался, потому что я понимал, что для этого нужно хотя бы немножко взять язык и перечитать довольно много книг. Я все первые месяцы в стране читал подряд. Вот все, ну, на русском языке, разумеется, но все, до чего мог дотянуться. Я прочитал «Место под солнцем» Биньямина Нетаньягу, я прочитал «Историю Израиля» Михаила Штерншеса. Я много читал, и вот тут позвонил он и говорит, что, слушай, тут у Бовина надо взять интервью. Если вы знаете, Бовин был послом России, а до этого он был знаменитым ведущим в Советском Союзе международной программы, его все любили, уважали. Я говорю, а я не могу сейчас поехать, потому что я газеты развожу. И у меня, значит, в трубке такая тишина, после чего Петя сказал, что ты делаешь? Вот. И через какое-то время он мне там организовал подработку, я это помню, спасибо ему за это. Вот. Но вот репатриация, пока я не встроился, а это произошло только в 2005 году. То есть до этого это были какие-то временные заработки, тут что-то снял для видео, там для второго канала, тут что-то, ну, второй канал снимал для 9-го на тот момент, то есть тоже на русском языке. Только в 2005 году я смог стабилизироваться, когда начал работать на RTVI, а до этого это был очень такой шаткий и нелегкий период. Я думаю, ну так у всех. Когда я только наконец решил сам для себя, что вот я уже плюс-минус тут разбираюсь, я решил написать, значит, политическую статью на тему о том, почему в Израиле нет коррупции. Потому что я же точно знал, что в Израиле нет коррупции. И Сахнути мне объясняли, что в Израиле нет коррупции, и я приехал в розовых очках. Вот у всех есть свои розовые очки, просто разной толщины. Мы все приезжаем, воспринимая Израиль не таким, какой он есть. Я знал, что здесь нет коррупции, но поскольку я много читал, я готовил к себя к будущей работе, я
видел и изучал систему власти в Израиле, я понимал, что коррупция здесь должна быть. Потому что система власти в Израиле изначально построена как система коррумпированная. Коррупция – это ее подложка, это ее кровь в венах. Она иначе не функционирует, начиная от муниципального уровня, кончая верхушкой. Она просто не может иначе функционировать. Да, вот этот механизм, он на нее рассчитан, но ее нет. Вот. И я написал какую-то статью, значит, объясняя это какими-то особенностями еврейского характера. В общем, какую-то совершенную байду. Вот. А Петя Люкимсон, который был главным редактором сайта газеты, еженедельника «Русский израильтянин», очень такого жесткого, который мочил всех направо и налево, вот, я писал для них публикации. Я помню, он сидел в таком кабинетике маленьком, который был завален снизу донизу, доверху, газетами, старыми какими-то папками, бумажными, чем-то. Он, когда взял статью о том, что в Израиле нет коррупции, он не упал со стула просто потому, что у него из этих газет падает. И он мне сказал, что, знаешь, ты пока все-таки про политику еще повремени, там полгодика, годик. Как и когда вы решили открыть свой блог? Блоги у меня, в общем-то, были всегда, начиная еще с живого журнала. Ну, просто я всегда блогосферу рассматривал как некую такую техническую платформу, которая позволяет человеку, помимо его работы, выносить что-то на публику. А там уже сколько этой публики соберется, это друзья могут быть или это что-то большое. Вот. Я никогда не рассматривал это именно как рабочий инструмент, хотя можно на основе сегодняшних блогов, на основе сегодняшних платформ, вроде Телеграма, делать полновесные редакции. Можно. Для меня всегда была отдельно работа, журналистика, а отдельно блогосфера. В 2024 году я решил открыть видеоблог свой, открыть на Ютубе. Меня многие там давно к этому подталкивали, я отказывался, но примерно в 2004 году я это сделал. В 2024 году, в мае, я его запустил 12 мая с ужасным качеством, с плохим звуком там и так далее. Вот. И теперь периодически туда что-то выкладываю. Я, опять же, не превратил его в медиа, как делают многие мои коллеги, и правильно делают. Для меня это до сих пор возможность обратиться к определенному количеству людей, наряду с сайтом, наряду с другими какими-то платформами. Но обратиться уже просто не на уровне Вася Пупкин что-то думает, потому что на самом деле, как недавно очень правильно заметил Невзоров в интервью Дудю, как бы очень маленькое количество людей имеет свои взгляды, все остальные пользуются чьими-то, чужими, подготовленными для них. Вот. А просто чтобы иметь возможность интеракции, чтобы разговаривать, чтобы взять тему и выложить ее так, как мне кажется правильным, собрать в нее цифры, собрать в нее факты. Вот. Блог проигрывает перед редакцией всегда просто потому что, как правило, блогам не хватает факт-чекинга, не хватает возможности сбора. Другое дело, опять же, когда это вырастает в редакцию, как это вырастает у Варламова, у многих других, у которых в редакциях блогов обычных, где вы видите только фронтмена, работает 15 человек, 20 человек, 25 человек, все это организовывается и так далее. А для меня это просто возможность общаться, возможность сказать о том, что мне нравится, и вот вам раз, два, три, четыре, пять доводы и цифры, или что мне не нравится, пошутить иногда. Не более того, я не очень серьезно. И как быстро это выросло? Как быстро вы набрали подписчиков? Смотрите, у меня сейчас 38 тысяч в Ютубе. Да, в Фейсбуке у меня там, по-моему, 5,5 тысяч, потому что я какое-то относительно недавнее время назад увидел, что у меня в Фейсбуке была вообще отключена функция подписки на меня. То есть человек мог приходить, становиться другом, приходили какие-то незнакомые, я отказывал, я вообще как бы не знал, что там есть какой-то переключатель, который говорит, что и вот там, набираются сейчас какие-то люди в подписчиках. В Ютубе собралось 38 тысяч, 38,5, по-моему, уже. Я не делал никаких специальных телодвижений для того, чтобы это развивалось. И я понимаю, кроме того, что число подписчиков не коррелирует с числом просмотров. Вот. У меня были материалы, которые выстреливали на 170 тысяч просмотров, на 200 тысяч просмотров. Вот. А иногда ты что-то делаешь и думаешь, вот тема горячая, вот сейчас все налетят, и никто никуда не летит, потому что YouTube решил тебя не показывать или по какой-то еще причине. Я не знаю, как работает алгоритм. Я вообще считаю, что к любой проблеме, к любой задаче надо подходить системно.
Если завтра нужно делать YouTube, то есть понятно, что его можно начать вот так. Или сайт я вот сейчас запустил новый, да, все можно начать и нужно начать малыми силами, чтобы увидеть тенденции, чтобы научиться чему-то новому, чтобы получить удары определенные, да, и проверить себя на возможность, что ты вот после этих ударов в состоянии подниматься, стиснув зубы, и продолжать это, потому что это забег на долгую дистанцию. Но потом это должно начать обрастать какими-то возможностями, если ты хочешь продвинуться вперед. Вот. Ну, как бы сейчас у меня, да, 38,5 тысяч. Но это подписчики именно, которые вот посмотрели какой-то из сюжетов и подписались. Было буквально несколько раз, когда я друзей просил, и они рекламировали меня, что вот у Эмиля Шлеймовича вышел блог, или вот там сюжет. Ну и в Facebook я бросаю ссылки на сюжет. Ну, то есть, как бы, вы видели какой-то, не знаю, скачок после каких-то тысяч подписчиков, не знаю, какие-то больше вас стали звать куда-то или что-то такое? Нет, не вижу я никакого скачка. Как бы, как медийщик я плюс-минус был известен и до этого, и с момента это вообще активизировалось, когда Россия напала на Украину и началась вот эта безумная война. Я просто порой не вылезал из эфиров, ну, как бы отказывал за исключением тех случаев, когда невозможно было просто по времени. В какой-то момент просто, когда появлялись определенные программы, я не говорил с ними, то есть я просто после шутки Лизы Лазарсон про евреев, которых разгружают вилами из вагона, перестал общаться с Эхом, как бы оттуда пару раз обращались за интервью, я отказал и объяснил, почему я отказываю, мне не интересен ни Венедиктов, ни его команда, никто после этого. Даже при том, что я понимаю, что для меня это может быть определенный пуш, как бы, может быть, меня бы толкнуло то или иное интервью. Я несколько раз общался с РБК, с телевидением. Вот. Для меня нет никакой проблемы общаться с россиянами. Я не считаю никого, ни один народ коллективно ответственным за то, что делает его руководство или его высшая клика. Вот. Но я перестал общаться с РБК, когда увидел, как они даже не перемонтировали, они так взяли фрагменты моего интервью, что моим интервью подтверждалось совсем не то, что я имел в виду. А речь там шла о том, что израильтяне бросились обратно в Россию, потому что здесь плохо, а в России, значит, вот прекрасно. То есть, но кроме этого, если есть возможность, я общался очень много, и это не было связано с блогом. Вот. Опять же, я на тот момент был главредом деталей, детали были чрезвычайно известны и на тот момент вполне авторитетно, но как минимум в русской среде, хотя и за пределами русскоязычного сектора выходило. Поэтому, да, ко мне обращались, знали. Это не связано с блогом. Мы пропустили про ваше устройство в Израиле. Можете только коротко, типа, рассказать с момента репатриации, где вы работали, с чего начали, вы уже рассказали, расскажите, к чему вы пришли. Сейчас вы уже как бы не работаете, правильно, нигде? Вы сейчас только снимаете блоги. Была газета «Русский израильтянин», в котором я начал работать нештатником. Были какие-то разовые работы, среди них попадались очень интересными. Моя первая работа, за которую мне заплатили, заключалась в том, чтобы оформить дневники вора в законе, семья которого приехала в Израиль из России. Значит, я нашел их, или они нашли меня через каких-то общих знакомых. Они привезли документы, человек имел кличку «Доктор». Вот. На тот момент он не дожил до репатриации, он застал еще чуть ли не до сталинских воров, как бы, и белогвардейцев бывших прочих. И я пришел, значит, там в дом, там его вдова, его дочь, и они мне дают 2 чемодана. То есть реальных чемодана, вот квадратных, да, с этими пайками на углах, как раньше были, плохо пахнущий один из них, весь какой-то грязный. Я открываю чемоданы, в чемоданах лежат горы просто бумаг. Какие-то бумаги в папках, какие-то без папок, какие-то полуоборванные, какие-то... Значит, это все надо было разобрать, систематизировать. Там были его стихи вперемешку со стихами, например, Мандельштама, которые он переписывал. Но воспоминания там были потрясающие совершенно. Там были воспоминания о бунтах в тюрьмах. Там были воспоминания о том, как вчерашние белые через границу с Ираном проникали в СССР для того, чтобы открыть какие-то схроны, которые они оставили. То есть там было описание определенных воровских каких-то правил, традиций вот того старого времени, еще до появления авторитетов.
То есть и я вот из этого на протяжении, я не помню какого количества месяцев, сделал книгу, то есть сделал рукопись. Я им ее принес, сдал, мне заплатили деньги. И дальше надо было эту книгу публиковать, но это было уже их задачей. Я не знаю, что они потом с этой книгой сделали, вышла ли вот эта биография доктора, или она осталась просто в семье. Вот. Из работ, ну это вот были заработки. Из работ в 2005 году я устроился на канал RTVI. До этого я начал снимать сюжеты для 9 канала, а новостная служба 9 канала, она тогда находилась в составе двойки 2 канала. И там люди снимали сюжеты на русском языке специально, чтобы отдать их 9. Видимо, был какой-то контракт. Но по тем деньгам за один сюжет мне платили 2000 шекелей. Это было очень много. Вот. И когда я пришел на RTVI устраиваться, мне сказали, а сколько ты вообще там получал? Я сказал, мне сразу сказали, что, знаешь, такого не будет. Ну, там тоже дали достаточно хорошие условия. Это был RTVI, когда он еще был, скажем так, телеканалом настоящим. Да, уже на излете, правда, но еще вот Гусинский держал его именно как международное навещание. Я работал там журналистом, потом выпустил собственную программу. Один из сюжетов на 9 был очень интересным, когда мы приехали в Лод, в такой нахалстрой арабский, снимать как раз про арабские нахалстрои. Только когда мы, значит, вышли, а оператор не хотел выходить из машины, потому что боялся, что камеру разломают. И прибежала целая толпа, что вы здесь снимаете? И как там у Ильфа и Петрова, да, великий комбинатор понял, что его будут бить, может быть, даже ногами. А вот я увидел сбоку какую-то гору там спиленных деревьев и веток, и мусора какого-то. Я говорю, муниципалитет убирает вот это? И говорит, нет. Я говорю, вот мы снимаем сюжет о том, что муниципалитет не оказывает гражданам услуги. Они успокоились на этом, я, соответственно, отснял то, что мне надо было, и мы сели в машину и уехали. Ну, таких случаев разных бывало, как бы, ну, их больше было на RTVI, просто потому что я больше работал на RTVI, и в отличие от двойки, на RTVI ребята, операторы были отмороженные, поэтому мы залезали в газу, когда было нельзя, через дырки всякие там и так далее. С водопада спускались. Вот. Это продолжалось до 10-го, до 11-го в моем случае года, потому что Гусинский закрыл канал, там продал канал, меня уволили до этого еще. После этого был год тяжелый, потом я устроился на радио Река. Вот. И на радио Река, что было для меня безумным сюрпризом, на тот момент это было управление радиовещания, старая Река, значит, я получил откликов на свои эфиры за месяц, наверное, больше, чем я получил за 6 лет работы на RTVI. Хотя RTVI вещала на 48 стран, имела хороший рейтинг в Израиле и так далее. То есть Реку на тот момент действительно слушали, ну, если не все, то очень многие, хотя ходили вот постоянные слухи, что в смысле нет, пенсионерское радио и так далее. Вот. И в 2016 году, вернее, я просто взял кредит и на этот кредит сделал сайт экономической информации НЭП. А в 2017 году меня познакомили с Леонидом Невзлиным, который сказал, ну, если парень без денег сделал такое, то, наверное, с деньгами он сделает еще больше. И мы договорились, что я создам сайт «Детали», который вот я делал и руководил им до января 2025 года. Вот одной из причин, по которой я открыл в свое время блог, это было понимание, что люди, которые там парочка на протяжении 2 лет пытались меня оттуда выжить, что они рано или поздно своего добьются. Вот. И для меня это стало еще такой попыткой подстраховаться лишний раз. Все, вот это вот, в общем-то, мой трудовой путь, который я сделал в Израиле. Это параллельно с бесконечным, постоянным на первом этапе особенно изучением иврита. И сейчас, к чему пришли сейчас? Вот, вы говорите, что вы работаете или не работаете? Или только блог? Поскольку я безработный, то я работаю с утра до вечера. Это всегда так бывает. Значит, ну, вообще для меня привычно работать с утра до вечера, иногда и с вечера до утра тоже. Я открыл новый сайт, он называется Исралайф, и он посвящен экономической информации об Израиле. Я надеюсь просто повторить путь того же издания НЭП. Ну вот, кстати, когда я вообще начинал изначально, я открывал еще газеты, еще в Баку это было, то это были газеты в основном экономической тематики, да, там экономика и банки, экономика Азербайджана, еще какие-то. Значит, потому что я считаю, что именно экономическая информация управляет миром, несмотря на то, что людям гораздо более интересны какие-то другие вещи, более внешние.
Вот, я открыл этот сайт, и он забирает у меня много времени, достаточно много сил и определенные деньги, потому что я, ну, например, для блога и для сайта я подписан на Associated Press. Да, насколько я знаю, никто не делает таких вложений, как бы есть еще какие-то вещи, которые я тоже оплачиваю. И помимо этого, по-прежнему, когда у меня возникает какая-то интересная мысль или что-то, я выхожу в YouTube, записываю очередной блог, чтобы, ну вот, скажем, давайте поговорим о том, что происходит в Израиле с ценами на квартиры. И рассказываю о нем. Расскажите про вот этот сайт для простых людей. Сайт isralife.co.il – это сайт экономической информации именно для простых людей. Да, то есть когда появится какой-то новый налог, что происходит с ценами на те или иные продукты, что произойдет с арендой. Там нет особой зауми, которую мало кто из нас понимает, и я в том числе тоже. Там есть помимо этого какие-то политические вещи, которые влияют на это наше положение здесь. То есть это сайт о жизни в Израиле, об основной ее подложке, об экономической. И на него каждый день выкладывается несколько материалов. Это материалы реже мои, как правило, переводные, но это то, что поможет узнать больше про эту страну. Там довольно много эксклюзива. И я сделал сайт, у него есть такая иконка, которую очень легко установить на домашний экран телефона, просто перенести. Несмотря на то, что это сайт, это не аппликация, вы ничего не скачиваете, это просто быстрая ссылка. И люди, которые установили, ну вот я по статистике сейчас смотрю, они просто нажимают на нее раз в день, пробегают глазами, там обычно 7-8 новых публикаций, и просто знают, что вот здесь будет там поезда на юг начнут ходить с такого-то числа заново, а там со следующего месяца Битох Леуми передвинет выплаты. Вещи. А вот такая-то фирма предложила скидку на свои товары перед там праздниками месяца Тишри. А вы не думаете открыть телеграм-канал для сайта? Ну, то есть то, что вы рассказываете, это похоже на обычный телеграм-канал. Я думал об этом, но еще раз, сайт, Telegram, YouTube, Facebook и так далее – это просто разные технологические платформы. И вы правы абсолютно, когда этих платформ много, то есть больше опций донести ту же самую информацию до людей. До людей разных возрастов. У людей разных возрастов, абсолютно верно. Но вопрос заключается в количестве сил. То есть, когда я имел ресурсы для развития деталей, при деталях была создана полная инфраструктура соцсетей. Телеграм-каналы 2. Один из них был куплен, а один создан. Скажем так, у какой-то из индийских богинь было 8 рук, но голова все равно одна. То есть, ну вот, когда появятся дополнительные люди, а я на это надеюсь, то это все произойдет тоже, конечно. Давайте поговорим о свободе слова. Есть ли свобода слова в Израиле? И что вообще означает этот термин? Свобода слова в Израиле есть. В Израиле нет свободы информации. Свобода слова – это когда мы с вами можем говорить о чем угодно. Меня никто не придет арестовывать, если я буду критиковать Нетаньяху, да, или любого другого. Если я буду обзывать Нетаньяху, то меня, скорее всего, первое время не заметят, потом я получу иск за злословие, то есть потому что обзываться, в принципе, нехорошо. Одного и того же человека, если хочешь его раскритиковать, опустить можно в ноль без бранных слов, без акцентной лексики. А вот свободы информации в Израиле нет. Вы не можете ничего добиться от министерств. Я от министерства абсорбции несколько раз очень долго и старательно пытался получить данные контрактов, которые были заключены их директором, если не ошибаюсь, Кавилом Кацивом во времена, когда руководил этим ведомством Юлия Эдельштейн. Потом она переходила из рук в руки, потом там и НДИ сидела. Но когда-то, в конце 90-х, были заключены контракты, по которым людей расселили в таких домиках, за которые платят до сих пор владельцам этих домиков. За эти деньги этим людям можно было построить уже царские хоромы. Я хочу увидеть цифры, сколько заплатили. И мне не дали этих документов. Типа никак не объяснили этот момент? Никто ничего не объясняет. Ну, как бы, пошел нафиг не сказали, и на том спасибо. Вот. Вы можете вот в коррумпированной России зайти на сайт и увидеть там не только тендеры, но и кто их выиграл, да, какая фирма получила тот или иной заказ, и разные исследовательские группы типа
Навального там и так далее, очень часто это использовали для своих исследований, выясняли это. А в Израиле вы вообще этого не знаете. Раньше еще когда-то была какая-то платформа, на которой были видны, ну, хотя бы тендеры на соискание должностей. Сейчас нету этого. То есть кто не то, что выиграл контракт, а вообще сами эти мехразим, сами эти тендеры. Можно, есть всякие платные площадки, которые собирают эту информацию, которые ее продают, но она должна быть абсолютно прозрачной. У вас нет доступа, как правило, к части внутренних документов министерств. Вы просто не имеете доступа к информации. Журналисты, которые публикуют эти вещи, они порой проламывают просто эти двери. Опять же, в чем отличие блога от полновесной редакции, проламывают, боясь встречных исков. Я получал угроз достаточно много, достаточно серьезных, когда мы делали расследование. Против такого не всегда можно стоять. Я участвовал в одном из тендеров на соискание определенной должности. Я участвовал там, Женя Савап тоже участвовал, он тогда не был еще депутатом. Вот, там было много этапов. И вот конкурс закончился. А в комиссии, кстати, сидел нынешний глава города Ноф-Агалель. Проходит какое-то время, мне звонят и говорят: поздравляем, вы заняли 2-е место. Я говорю: а что такое 2-е место? Как бы я так понимаю, что место есть одно, оно уже победитель, а все остальные хоть 2-е, хоть 17-е. Они говорят: нет, оказывается, есть 2-е место, это если победитель отказался, не смог, там еще что-то, в декрет ушел. Я говорю: ну хорошо, скажите мне, кто победитель. А мы не разглашаем эту информацию. Я говорю: да вы обалдели вообще, что ли? Я участник конкурса. Что значит вы не разглашаете информацию, когда человек идет трудоустраиваться в государственное это? Побежали, выяснили, вернулись, значит, сказали: ой, ну поскольку вы участник, мы вам все-таки скажем. Называют мне родственника одного конкретного министра. Вот, женщину, которую я вообще не видел ее во время прохождения экзаменов. Ну, может быть, она была, может, есть какие-то другие дни. Вот. Почему? Потому что. Вот и все. Как бы, и это происходит повсеместно. Вы точно знаете, что у меня был знакомый, который на свою голову открыл в Тель-Авиве бар. Вот. И к нему долго ходили и объясняли, что а вот здесь вот газ надо исправить, потому что неправильно он организован. Он бар купил у другого места, которое тоже работало как ресторан. Но вдруг выяснилось, что газ, оказывается, там неправильно организован. Вот. Но нужно все починить. Желательно, когда вы будете чинить, идти вот этому конкретному Ицеку. То есть, и вот это ответ на то, если в Израиле коррупция, то здесь нет коррупции на уровне, когда тебя менты тормозят и там сшибают деньги. Но здесь все замечательно выстроено, и муниципалитеты – это просто рассадники коррупции. Министерство – это любой чиновник, который сидит на каком-то бюджете, ну, видимо, у него вот рука иначе не работает для того, чтобы оно сработало. Это просто, кстати, вот к вопросу о Катар-гейте, который у нас сейчас вовсю дебатируется. То есть нам предлагают поверить, что есть чиновник, да, а премьер-министр – это чиновник, извините, от подписи которого, его и, может быть, еще кого-нибудь, зависит 2 стороны. Вот здесь вот те, кто хотят дать 2 миллиарда в общей сложности кэшем, а здесь те, кто хотят принять 2 миллиарда кэшем, неотслеживаемым. И единственный человек, которому надо поставить подпись, это ты, плюс-минус, оно от тебя зависит. И вот я должен поверить, что у нас есть чиновник такой чистоты, да, что он просто это сделал, и ничего там нигде не прилипло, не упало и так далее. А иначе я говорить не имею права, потому что иначе меня засудят. И как бы вот это вот по поводу свободы слова. Но свобода слова в принципе есть, да. Почему, по вашему мнению, большинство местных блогеров идеализирует жизнь в Израиле? Я не согласен с этим. Я не вижу местных блогеров, которые здесь что-то идеализируют. То есть, может быть, люди, которые новенькие, приезжают, они, может быть, иначе немножко смотрят, но я еще раз говорю, в Израиль абсолютно все приезжают в розовых очках. Они идеализируют Израиль в своих блогах, и их смотрят люди, которые собираются переехать в Израиль. И потом, когда они переезжают, у них складывается ложное представление. То есть они переезжают и видят совсем другую картинку. Мы все, переезжая, видим другую картину. То есть, ну, во-первых, я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы там посмотрел какого-то блогера, сказал: о, класс, поехали. Да, во-вторых, ну, понятное дело, мы не знаем очень многих вещей про страну. Мы вдруг выясняем, что, оказывается, бывают евреи из Эфиопии. Да, это не все знали на самом деле до отъезда. Мы узнаем, что есть здесь города, в которых и арабы живут вместе с евреями, а это тоже не все знали. Я знаю случаи, которые
когда люди приезжали и попали в Хамсин, да, вот в эту нашу жуткую погоду, когда раскаленная пыль в воздухе висит. И я знаю женщину, которую вот так вот привезли, она тем более, у нее проблемы со здоровьем, ей такая погода, это тяжело. И когда ее, значит, привезли, там, по-моему, в центр абсорбции, она сказала, а это теперь все время так будет. То есть она решила, что она вот в такую погоду приехала в целом. Она не знала, что это, ну, просто какая-то определенная аномалия, которая там день-два и проходит. Я не вижу блогеров, которые идеализируют, может быть, еще и потому, что я не очень сильно блогеров смотрю, или там, но читать я читаю. И потом, с другой стороны, это же познается в сравнении. Израиль хорошая страна. Реально, она портится сейчас очень сильно, мне очень обидно это. Я что могу, пытаюсь сделать, чтобы этому помешать, но портится качество населения и, соответственно, портится все вокруг. Качество населения портится из-за того, в том числе, что люди уезжают, те, которые более качественные, а не приезжают, вопреки мнению блогеров. Вот. И страна хорошая, если человек сравнивает ее с тем, откуда он уехал, то вполне возможно, что его блогеры не обманывают. Здесь по-прежнему относительно неплохое медицинское обслуживание. Здесь по-прежнему есть социальная поддержка, здесь по-прежнему мало стоят лекарства, здесь по-прежнему тебя не встречают по одежке. А что значит относительно неплохое? Относительно неплохое это если ты жил в тьму таракани и вдруг приехал сюда и увидел целый магазин, забитый колбасой, то в конечном счете тебя начинают называть колбасной алией, потому что ты приехал из кошмара и нищеты. Значит, если ты приехал из уже развитого города, мегаполиса, приезжаешь и выясняешь, что у тебя здесь нет лавандового рафа на миндальном молоке, не знаю даже правильно ли я это сказал, да, но вот тыквенного латте нету, то это нормальная реакция человека. Человек имеет право рассчитывать, что он приезжает в западный мир, в котором развитая индустрия, в том числе развитый сервис, а этого здесь нет. Я помню, что на момент, когда я приехал, не во всех местах, даже уличных, убирали пепельницы. Вот сидит человек, пьет кофе, курит, погасил там бычок, и бычок лежит. Пришел следующий, где в конце концов вот такая гора. Приходилось говорить отдельно официанту, что, убери, пожалуйста. Ко мне знакомый приехал из Москвы, близкий человек. Мы пошли в очень неплохой котируемый ресторан суши. В середине нашей трапезы через зал проперся какой-то иностранный рабочий, таща за собой вот эту зеленую, знаете, этот форде, этот мусорный ящик. Просто через зал. Он его решил так вытащить, ему так быстрее. Я думаю, что в Москве его бы застрелили и правильно бы сделали. Я сидел в Тель-Авиве в месте, в которое мы еле-еле места там достали, уличное, опять же, место. Да? И вдруг приходит владелец и говорит, у нас столов не хватает, можно достать? У вас за вашей спиной кладовка. Значит, вот я сижу здесь, через мою практически голову начинают передавать какие-то столы. Это не очень нормально, да? Это не качество. Когда вы говорите, что Израиль туристическая страна, я всем, кто хвалит израильский туризм, рекомендую на пляже в любой забегаловке зайти в туалет. Качество туризма вообще и сервиса очень часто проверяется туалетами. Спросите у ательеров и людей, которые в этой области. И когда в каком бы вы замечательном месте там не сидели, потом заходите, перемешивая своими тапочками грязь из песка, воды на полу, из фиг знает еще чего, то это ад. Да, начинается он непосредственно практически с нашего аэропорта, но там еще хоть как-то, там он относительно новый сейчас. Поэтому, когда человек приезжает, и его раздражает, что здесь нет кофе того или иного, то я абсолютно его понимаю и принимаю. Но я считаю, что это значит, что благодаря тебе этот кофе здесь появится. Ты, когда приезжаешь, ты можешь довнести что-то в эту страну. И в этом огромный плюс Алии из бывшего Союза, из стран бывшего Союза, что все время что-то открывается новое. Тут кафешка, тут ресторан, тут какая-то интеллектуальная игра, тут книжный магазин. Люди, они приносят огромный свой вклад в том, что в этой стране в конечном итоге становилось лучше.
Ну, конечно, это не все от нас всех вместе зависит, но в принципе да. Почему критиковать Израиль плохо? И почему среди русскоязычного сообщества любая критика воспринимается в штыки? Потому что среди русскоязычного сообщества, так же как в любом другом сообществе, есть определенное количество идиотов, которые, значит, когда это видят, начинают орать, не нравится, езжай обратно, как бы, ну, Чемодан, вокзал. чемодан, вокзал, как бы, потому что не нравится – это хорошо. То есть разные не нравятся, да, есть люди, которые не нравятся нигде. Они будут ворчать, они будут брюзжать. Если не нравится, и ты что-то делаешь, чтобы это стало лучше, то не надо никакого чемодан, вокзал. Критиковать Израиль нужно. Не то, что можно, а нужно. Критика властей, уборщиков на улицах, менталитета, вообще чего угодно. Это одна из движущих сил прогресса. Потому что если ты просто сидишь тупо на диване в майке алкоголички и смотришь телевизор и высказываешь свое никому не интересное мнение о нем, потом в Фейсбуке или там жене на кухне, то, ну, хорошо, ты занимаешься переработкой кислорода, воздуха в углекислый газ. Это тоже, наверное, полезно. Но, в принципе, критиковать, конечно, нужно. Другое дело, что, опять же, наши люди, они считают, что должно быть как у нас. Точно так же, как люди из Марокко, видимо, считают так, что должно быть как у них. Я помню, как Дуду Амсалем возмущался тем, что министрам нельзя дарить подарки. Он говорил, что это за глупость, ее ашкеназы эти придумали. Потому что у них принято, что министрам можно дарить подарки. Это их культурные коды. Наш культурный код заключается в том, что советская система образования была лучшей в мире. Я вот просто не знаю, с чего это люди взяли. Да? Я не вижу грандиозных успехов у выпускников советских школ, а у выпускников многих других вижу. Я не вижу смысла в муштре, да, когда русские наши люди, русские в кавычках, мне товарищ рассказывал, везу сына с армии, и он возмущается, что им принесли на там обед или завтрак авокадо, а соль к нему не дали. И он возмущается, нас вообще кормили каким-то там, не пойми, дерьмом в армии, а они, посмотри, как расслабленные. Да эти ребята в итоге расслабленные полмира перекокошили, да, когда понадобилось. Кто сказал, что должно быть плохо обязательно для того, чтобы народ становился крепче? Мы все время пытаемся выйти. Я помню фразу о том, что здесь, в общем-то, до нашего приезда кошки были так себе. Не были красивыми. Мы привезли сюда нормальных кошек и разбавили породу, и поэтому теперь в Израиле... То есть Израиль, конечно, можно критиковать и нужно критиковать. Даже нежелательно доходить до куку, как бы, а все остальное... А что по-вашему куку? Куку – это переносить свой личный опыт, который не обязательно даже неправилен, он просто личный, и считать его истиной в последней инстанции. Вот я, когда говорю с вами, я знаю, что я говорю исключительно свое мнение, и оно не обязательно правильное. Нужно нам, к сожалению, не то, что нас этому не учили, нас от этого отучили. Нужно понимать, что мнений может быть бесконечное множество, и ни один носитель этого мнения не враг, которому надо жевать чемодан, вокзал и там обратно Россия, Украина, все равно что. Это просто другое мнение, это другой образ жизни. Он может тебе не нравиться, но ты не имеешь права, во-первых, силой заставлять этот образ жизни изменить, а если мы говорим вот про куку, то ты не имеешь права считать, что ты самый крутой и умный. Вот и все. Как только ты начал это считать, ты куку. Потому что, ну, как бы ты считаешь, что коньяк – это хорошо, а кто-то предпочитает пиво, а кто-то не пьет вообще. То есть, ну и на здоровье им всем. До тех пор, пока один другому не начинает бить по голове палкой, все нормально. Нету здесь правых. Какие, по вашему мнению, главные минусы жизни в Израиле и какие социальные проблемы русскоязычного общества в Израиле? Ой, ну, главный минус – это бесконечный ПТСР, внутри которого мы живем. Да, даже если человек не участвует ни в войнах, ни в проблемах, ни там во взрывах, состояние постоянного страха, что новости принесут еще какое-то дерьмо, оно влияет абсолютно на всех. Я вот, например, отписался от того же Невзорова просто потому, что 7 октября он распространял ролики, которые выкладывали террористы, которые похищали наших людей. Я отписался не потому, что я его там не люблю или разуважал за этого, да? Но я не хочу этого видеть, потому что я понимаю, как это бьет по голове. Мне страшно. Я видел ролик, когда девочку нашу там, ее везли, вытащили из машины, показали, засунули обратно в машину. Я ничего страшнее не видел в своей жизни. Это... Ты живешь внутри этого ПТСР, это всегда на тебе сказывается. Вот, это ПТСР добавляет нехватка денег, постоянная дороговизна, страхи,
там, и так далее. А конкретно у русскоязычных главная проблема – это жилье. И об этом, в общем-то, известно давно, это мать всех проблем. Когда-то здесь человек мог приехать и либо получить квартиру, которую, может быть, потом выкупит, либо получить какие-то условия для того, чтобы в будущем купить недорогую относительно квартиру. Но если можно так сказать, бибиномика, весь секрет экономического чуда Беньямина Нетаньяху заключался в том, в общем-то, что квартир строилось и участков под них государство продавало меньше, чем был спрос. Это обеспечивало вот этот быстрый рост цен, но русскоязычных это привело в ситуацию, когда у тебя все деньги, которые ты зарабатываешь, плюс там помощь, корзина абсорбции, они уходят на жилье, они уходят на съем жилья. Они в других случаях уходят на ипотеку, но они уходят на жилье, и у тебя не остается никаких накоплений. И в итоге огромное количество людей пришло к пожилым годам без накопленных пенсий, а обязательных тогда не было. А некоторые люди и жилье не купили, и без пенсии остались. То есть, и это даже не вопрос обеспеченности. Государство так или иначе какие-то деньги дает. Это вопрос самоощущения, что ты не закрепился. Что ты вроде бы пахал с утра до вечера 20 лет, а пришел к ситуации, когда у тебя ничего нет, и ты зависишь от государственной помощи. Вот это тяжелая проблема для русскоязычных. Да. Интересно ваше мнение о следующих социальных проблемах. Алкоголизм среди населения, и жизнь в минусе. Расскажите по каждому. Алкоголизм я среди населения особо не вижу, за исключением обыкновенного нашего выпивания в ресторанах, для молодежи в клубах, барах. То есть здесь нет алкоголизма, здесь не было особой такой традиции. Есть какие-то пьяницы, да. Окей. Есть. Да, с наркотиками, кстати, государство, во-первых, на самом деле вот эта система, когда дают, по-моему, метадон, да, то есть людей подсаживают на нее. Заменяющая. Да, то есть это не самое, наверное, лучшее, потому что я видел людей, сидящих на нем зависимыми абсолютно плотно. Проблема в том, что государство делает только заменяющую терапию, но нету никаких центров, которые помогают исцеляться. Есть. Другое дело, хороши ли они. Во-первых, есть так называемые теплые дома, и я сам участвовал в этих рейдах, снимая их, когда обходят люди, и муниципальные работники были, и волонтеры, обходят места, где обычно живут бомжи, всякие свалки, там заброшенные постройки, и пытаются их забрать даже пусть на какое-то время в эти дома, где их могут постричь, где есть горячая еда, где они могут хоть немножко прийти. Очень часто коммуна, да, если там мы можем говорить об этом, она не выпускает человека туда, она не дает ему уйти, да он сам уже психологически разломан, как правило, он не идет. Есть специализированные центры по лечению наркомании. Там система, насколько я знаю, довольно жесткая. Ты зашел, все закрыто, и предполагается, что ты просто не получишь доступа к наркотикам. Но там есть при этом люди, которые тебе будут помогать и так далее, что будет происходить таким образом чистка. Но проблема наша, насколько я думаю, заключается в том, что пока человек на улице или просто не представляет абсолютно явной угрозы, его никто не приведет силой в этот дом. Это и плюс, и минус. Да? С одной стороны, если человек решил по своим каким-то причинам жить на улице, то это его право. Окей? С другой стороны, если человек накидывается там так, что потом берет нож и бегает по району, то это определенная опасность. Но проблема заключается в том, что его в лучшем случае арестуют и потом никуда не отвезут. Человеку должно самому захотеться очиститься, а этого, как правило, не делают. И поэтому эта проблема, она отодвигается в сторону и создает опасности в районе центральной станции автобусной в Тель-Авиве. Не так уж безопасно ходить. Там был случай, когда человек напал с ножом на кого-то. А сейчас, когда в Израиле еще и тюрьмы переполнены, то сейчас даже случаи, когда два подрались, один другого ударил ножом или что-то произошло, то даже в этом случае его, скорее всего, выпустят, потому что государству просто на них плевать. У них нет мест, у полиции нет на это время ни желания, ничего. И никто этими людьми, к сожалению, не занимается. А сил у волонтеров не хватает. Про жизнь в минусе и отца топор. Закрытые границы в связи с этим связаны. Жизнь в минусе ужасна. В Израиле очень много людей вынуждены, к сожалению, брать минус. Минус – это овердрафт. Это один из самых дорогих кредитов, которые существуют. А еще иногда бывает превышение
вот этой планки минуса, который банк тоже позволяет, там проценты еще больше. И ты в какой-то момент заходишь вот в это колесо, из которого просто не можешь выбраться, и для того, чтобы из него выбраться, ты берешь кредиты до тех пор, пока тебе их дают. И ты закрываешь один долг другим, и ничему хорошему этого в итоге не приводит, но у нас принято обвинять людей, вы неправильно покупаете, у вас нет финансовой дисциплины. Но, ребята, для того, чтобы не впасть в минус, человек не должен быть профессиональным бухгалтером. Если ты не делаешь ничего сверхъестественного, если ты просто пошел на рынок, купил продукты, ну, вряд ли ты пришел туда купить черную икру, если у тебя минус. Ты помог где-то детям, ты сделал какие-то обычные вещи, а в результате ты проваливаешься. Значит, в Израиле на сегодняшний день, по данным на 2024 год, 1 миллион 976 тысяч дел открытых все еще, активных, скажем так, действующих в службе судебных исполнителей, Хоцаа ле-Поаль. Население Израиля – это 10 миллионов 110 тысяч, если не ошибаюсь, на сегодняшний момент. Да? То есть и это со стариками, с детьми и так далее. Каждый год государство, вот это Хоцаа ле-Поаль, урегулирует какую-то часть долгов, закрывает какую-то часть дел, порядка 300-400 тысяч закрывается, за это же время порядка 300-400 тысяч открывается, потому что люди не выдерживают дороговизны, и им никто не помогает. Все эти программы якобы государственной помощи, в том числе для бизнесменов, пойди там в МАТИ, получи вот здесь вот государственный кредит, все это фигня на постном масле, потому что когда вы проверяете условия, то вы выясняете очень часто, что вы должны положить сначала деньги, чтобы потом что-то получить. Люди проваливаются, у них, да, то, что у них забирают загранпаспорт, они не могут лететь за рубеж, это в большинстве случаев самая маленькая проблема. Самая большая проблема, что сама система, она построена таким образом, что если ты не умеешь структурировать долг, а люди, опять же, не бухгалтер, на него накручиваются какие-то совершенно невменяемые проценты. Я знаю историю совершенно ненормальную. Когда был здесь человек, который в свое время задолжал что-то порядка 30 тысяч какому-то магазину, потому что он там взял у него что-то оптом, не довез ему что-то оптом и не отдал. Плохой поступок. Значит, он уехал за границу, он женился, он создал семью, он жил в Америке, по-моему, в Америке. Вот, вернулся оттуда в Израиль, и в Израиле его приняли, сказали, ты, оказывается, нам должен, только ты должен уже 300 тысяч. За это время набежало. Вот, и здесь у него уже на тот момент никого не было, и какое-то время он в итоге жил на пляже, просто потому что на работу он устроиться не мог, да, может, не хотел, может, была какая-то проблема. И до тех пор, пока ему общественная адвокатура не помогла из этого вылезти, он не мог отсюда вернуться к своей семье. И продолжалось это на протяжении нескольких лет. То есть люди падают в ситуации, когда у них жизнь просто заканчивается. Ты всю жизнь думаешь, у тебя же не только у тебя закрывают счет, у тебя отбирают чековые книжки. А жизнь продолжается, и у тебя нужно отдать чеки для того, чтобы арендовать квартиру. У тебя сломалась стиральная машина. Да? Что теперь делать? Не стирать, стирать вручную. То есть это создает огромные трудности. С другой стороны, опять же, государство не может создать ситуацию, когда просто бери, что хочешь, покупай, не возвращай, и потом тебе все это будет списываться. Но вот этот перекос, не может быть на 10 миллионов человек 2 миллиона должников. Это ненормально. Этот перекос, он не устраняется очень долгое время, а сейчас у нас происходит еще одна тенденция. Вот это вы говорите 2 миллиона должников. Но ведь это 2 миллиона должников, которые именно провалились и не могут платить. Это Хоцаа ле-Поаль открывает дело только когда ты не можешь платить уже. Есть очень большая часть населения, которая просто в минусе. И это ужасно. Люди не выдерживают здешних цен теперь. Существует такое предположение, что здешние цены – это потому, что у нас мало конкуренции, потому что Израиль – это остров, и нам приходится многие товары как-то особо тяжело везти, там, и так далее, и тому подобное. Вот послушайте, нет, цены у нас такие, потому что у государства Израиль такие налоги. То есть отсутствие конкуренции, картельный сговор, еще что-то – это все да, но цену определяют налоги. Именно поэтому там люди спрашивали, а как местные продукты, товары здесь стоят дороже, чем они там, мы их видим в магазине в Америке. У нас, я вот делал расчет по запчастям для автомобилей. Значит, примерно в 6 шекелях
сидит до 5 шекелей государственных, то, что будет отдано. И вот только вот оставшийся шекель, ну, может быть, 1,5, это то, что заработает сам человек. И такое же во всех остальных вещах, потому что мы-то в первую очередь видим прямые налоги, да, там НДС, доходный налог, еще что-то. А существует огромное количество косвенных, помимо таможенных там и так далее. Потому что любой магазин, который торгует, стоит на конкретной земле. За эту землю собирают арнону, муниципальный налог. Если это бизнес, то он гораздо дороже, чем налог, который платит обычный житель. Это перекладывается на цену. Доставка перекладывается на цену. Безумное налогообложение зарплат перекладывается на цену. И когда у тебя, продав что-то за 10 шекелей, ты в итоге на себя оставляешь 2, и не на себя оставляешь 2, а на себя вместе с тем, что ты продал. Потому что все остальное у тебя сгребло государство бесконечным списком налогов. Налог на автомобили, один только налог на автомобили, это не единственный, который объединяет в себя 3 налогообложения, составляет 124%. Израильское государство – это одно из, ну если не единственное, то одно из очень немногих государств в мире, которое на таможенных пошлинах зарабатывает. Таможенная пошлина, как правило, используется для корректировки рынка. Вот здесь мы хотим местного производителя защитить, а здесь, наоборот, убираем, чтобы к нам везли побольше, потому что у нас этого нет. Нифига. В Израиле таможенная пошлина – это источник дохода. То, во что сейчас превращает понемножку и Трамп свою экономику. То есть, ну, как бы вы не можете жить в этой среде. И поэтому огромное количество людей впихивается в бедность. Нехватку продуктов по альтернативному отчету ЛАТЭТ испытывают порядка 20% семей и примерно треть всех детей в Израиле. Нехватка продуктов – это не значит, что кто-то, не дай бог, сидит голодным. Это значит, что в рационе может не хватать фруктов. И не только я вижу, что люди подходят, ребенок хочет какую-то шоколадку за 5 шекелей, ему не покупают, потому что эти 5 шекелей не в бюджете. То есть доводить людей до такого состояния – это плохо для страны в целом, не говоря уже об этих людях, потому что у тебя истончается спрос, у тебя ухудшается настроение, индекс счастья в конечном итоге, который влияет на это все, падает. Но помимо бедняков, которые, опять же, тоже есть в разных странах по объективным причинам, в Израиле уничтожается и средний класс тоже. Средний класс уничтожается немножко иначе. Средний класс, понимаете, это очень неудобная прослойка. С теми, кто очень богат и, соответственно, сидят в основном на каких-то стратегических больших направлениях, там, фосфаты, да, вот сейчас бушует скандал по поводу того, чтобы начать разрабатывать фосфатное месторождение рядом с Арадом. Город из-за этого теоретически может погибнуть. Но зато один из миллиардеров станет еще богаче. Ну и государство, опять же, получит, конечно, налоги. Вот. И когда у вас есть какое-то количество олигархов, вы с ними договоритесь напрямую, власть я имею в виду. Да? У них будет богатый выбор. Либо их задавят, либо они договорятся, ну, кто-то телеканал откроет в поддержку нынешних властей, кто-то еще какие-то действия сделает, все будет хорошо. Значит, с бедняками договариваться не о чем. Бедняками ты просто насыпал им кашки, да, и сказал, вот живите, и включил тот же самый канал, который будет объяснять этим же беднякам, заодно и, как правило, наименее образованной части общества, о том, как они хорошо живут. Они будут знать, что они живут хорошо. А в середине есть вот эта прослойка, условно называемая средним классом. Да? Скажем, в Америке средний класс в свое время начинался где-то со 100 тысяч долларов в год, наверняка сейчас уже побольше. В Израиле это самая низшая вот граница того, что можно средним классом считать, такого уровня дохода. То есть это топ-менеджеры в крупных компаниях, это владельцы небольших бизнесов, иногда это малый бизнес, иногда это средний бизнес. То есть вот владелец вот такой вот мастерской, который продает запчасти. Он в конечном итоге, если он продает их хорошо, на вот этом шекеле, который у него остается, он сделает себе доход условный в 50-60 тысяч шекелей. То есть он каким-то образом, разрывая себя на английский флаг, дотянется до уровня депутата Кнессета, который может просто сидеть, не ходить на работу и получать деньги на счет спокойно. Этот средний класс уничтожается подоходным налогом в первую очередь. Этот средний класс уничтожается высоченной на сегодняшний день ставкой кредитной, когда он не может рефинансировать какие-то вещи. Этот средний класс уничтожается отсутствием пенсионного обеспечения. У нас самозанятые не имеют никакой завтра пенсионной поддержки, ну, кроме общегосударственной. И для них сделали такую программу, когда они их самих заставляют для себя откладывать в обязательном порядке вот эти пенсионные накопления. Но как бы то, что их заставили свои собственные деньги в обязательном порядке вкладывать в какой-то пенсионный фонд, то это просто поддержка в первую очередь фонда, а не их.
Нет никакого протекционизма, тебе никто не снизит ту же самую Арнону, если ты открываешь бизнес. Тебя, наоборот, начнут иметь хвост и гриву за вывеску, которая неправильно висит, за регуляцию, которую ты должен подписать. То есть Израиль – это чрезвычайно неудобная страна именно для малого и среднего. Для малого еще куда ни шло, но для среднего оно как бы тяжко. И когда у тебя происходит какой-то катаклизм, как вот сейчас, после 7 октября, бесконечная война, и у тебя начинает закрываться бизнесов, как сейчас в Израиле, гораздо больше, чем открывается новых. Эта прослойка, она потихоньку умирает. Кто-то переходит, говорит, все, я больше в это не вхожу, и переходит на государственное обеспечение, на государственную какую-то работу, просто в какие-то крупные компании, вот тем самым олигархам. Кто-то уезжает, кто-то иначе как-то выкручивается, но в принципе, когда у вас этого не будет, у вас будет много-много бедняков, несколько супер богатых людей, и под ними их инфраструктура обслуживания, подобранная под них не обязательно по профессиональным навыкам. И, собственно, все. Как бы мы приедем к ситуации третьего мира окончательно. Это тот процесс, который Израиль сейчас проходит семимильными шагами. Нас удерживает хай-тек по-прежнему. Богатейшая инфраструктура хай-тека, которая здесь была создана, она продолжает быть локомотивом, она дает громадные результаты, вот, но Израиль, как и любая другая страна, не может держаться на одной отрасли. Эти отрасли должны быть взаимозависимые, взаимосвязаны. Вот. И с другой стороны, а тому же хай-теку, если, ну, как бы, опять же, он зависит от инфраструктуры, от очень многих других вещей, но каждый человек думает, а стоит ли мне получать здесь условные 10 тысяч долларов в месяц, когда я на них еле-еле свожу концы с концами и боюсь, что завтра на меня упадет очередная бомба, или я спокойно могу переехать куда-то. Люди не переезжают отсюда, потому что в других странах разгул антисемитизма. Если завтра, предположим, антисемиты успокоились, то отток отсюда людей будет гораздо сильнее, потому что это просто задолбало. Невозможно свой народ бесконечно то грабить, то гнобить, и потом включать телевизор или громкоговорители и объяснять, как все хорошо. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Давайте поговорим про арабо-израильский конфликт. Когда будет создана государственная комиссия по расследованию 7 октября? Она будет создана, когда Биньямин Нетаньяху поймет, что он может назначить ту комиссию, которая его устраивает. Когда он сможет отобрать туда теми или иными способами тех людей, которые подтвердят, что он совершенно ни при чем, ну или все-таки при чем, но за это ничего не последует, как бы, а все остальные будут наказаны и обозначены по всей строгости закона. Вот тогда у нас будет созданы. Или же, если у нас завтра свалится Биньямин Нетаньяху со власти, по любой причине, меня вообще не волнует, как это произойдет, это может произойти, потому что будут выборы, или потому что будет военный переворот, или потому что у него будет что-то проблема со здоровьем, без разницы, вот он нас каким-то образом оставил, то после этого, может быть, другими вменяемыми людьми будет создана следственная комиссия по провалу, по целому провалу того, что произошло 7 октября. Но я, в принципе, могу вам сказать сейчас, без всякой комиссии, комиссия нужна, чтобы углубить, кто виноват в состоянии 7 октября. Это верхушка армии, на тот момент существовавшая, да, тот же самый генерал Халива из военной разведки, Герци Алеви, это верхушка спецслужб, тот же самый Ронен Бар, все остальные, и это политическая верхушка. То есть это Биньямин Нетаньяху, это Йоав Галланд, бывший на тот момент министром обороны, и это Юлия Эдельштейн, бывший на тот момент главой комиссии по иностранным делам и обороне. То есть это конкретные люди в каждой из систем власти, в каждой из структур, которые отвечают за нашу безопасность. Провалились они.
Следственная комиссия должна понять меру, должна понять, где, как, где что не состыковалось, кто говорил, а кто не слушал и так далее, но не более того. Но, в принципе, вина этих людей, она изначально абсолютна. Эти люди не имели права ни 2, ни 3, ни 5 дней после этого оставаться на своих постах. Ни один из них. Ни Ронен Бар, ни Герци Алевий, ни Беньямин Нетаньяху. И я думаю, что изначально Нетаньяху подтянул именно их к началу войны, именно для того, что, типа, ребята, мы теперь все повязаны, вот давайте вместе из этого и выбираться. Когда закончится война и победит ли в ней Израиль? Израиль, конечно, победит. Вопрос заключается в том, не будет ли это победа пировой. Что такое победит? Как говорит один мой знакомый, в войне важна не победа или поражение, в войне важно в ней не участвовать. Значит, Израиль победит. Нет вопроса, что Израиль может не победить в Газе. Но дело в том, что мы получили и продолжаем получать ужасный ущерб. Первый ущерб – это ощущение общества, что пленных могут бросить. Тот факт, что мы не забрали оттуда наших похищенных, создает ощущение, что пленные могут быть брошены. А мы говорим о чрезвычайно долгоиграющей войне, долгосрочной. То есть такого не было. Даже освобождение из египетского плена наших солдат не приходилось, которое произошло после завершения боев, не приходилось ждать так долго. Риторика о том, что мы это делаем, потому что иначе завтра начнется война, новые синуары устроят нам новое 7 октября, это риторика не иудеев. Это риторика культа, в котором допустимы жертвоприношения. В любом диком культе, который предусматривал уничтожение людей, это делалось ради чего-то. Чтобы пошел дождь, чтобы умилостивить богов, чтобы получилось что-то хорошее. В нашем случае мы живых людей приносим в жертву ради того, чтобы в будущем страна жила в более безопасной ситуации. Это не то, что не иудаизм, это культ абсолютный. Это влечет за собой очень многие долгоиграющие последствия. У нас, например, сейчас дают очень много льгот резервистам, что естественно и нормально, потому что люди идут на войну. Но льготы постоянные от разных организаций, вы знаете, я прочел, например, что недавно вдовам дали разрешение участвовать в лотереях жилищных, где разыгрываются квартиры с значительными скидками. Меня аж передернуло, потому что у меня возникла абсолютная ассоциация с «Жигулями». То есть и это, опять же, не значит, что эти женщины несчастные не должны получить льготы, не должны получить выплаты, что резервистам нельзя помогать. Но у нас происходит финансирование тех, кто соглашается воевать на фоне умеренного, скажем так, отношения к тем, кто воевать не соглашается. И резервистам вы не можете сейчас, вот у Цааля Поль, если на него открыто дело, оно не может начать против него какие-то процессы, изымать его там имущество и так далее, если он резервист. За исключением алиментов, да и то в том случае, если Битуах Леуми вместо него их не платит. И таким образом, возможно, есть определенное количество людей, которые в армию предпочитают идти из-за этого. Резервистам платят, слава богу, много денег, и он сидит и думает, а мне по-прежнему мучиться вот с этим моим киоском, еле-еле сводя концы с концами, который все равно, может быть, через 2 дня сдохнет, потому что министр финансов введет еще какой-нибудь налог. Или пойти туда. Это, опять же, это абсолютно не значит, что эти парни и взрослые люди, они там не любят страну или идут туда из финансовых каких-то соображений. Они делают святое абсолютно дело, они обеспечивают нашу безопасность. Дай бог, чтобы они все вернулись оттуда. Но то, как государство создает финансово рекрутируемую армию вместо армии народной, которая здесь всегда существовала и которая считалась естественной спайкой для этого общества, и которая была чем-то обязательным, чтобы завтра тебя твои одноклассники не спросили, что а ты в каком полку служил, а ты, оказывается, ни в каком. И как бы то это разрушает армию тоже. Это разрушает общество, потому что у нас количество ПТСР зашкаливающее. А опять же, есть определенная поддержка. И я вот не могу понять, но вот тем же резервистам, которые обратятся за помощью, и у них будет диагностировано тот или иной уровень ПТСР, государство оплачивает 80% лечения. А почему 80? Почему не 100? Почему не 120? Но это же государственный баг, что человек получил ПТСР. А проявления бывают абсолютно разные. Был человек, который украл пистолет
и спрятал его после 7 октября, спрятал его под мусорным баком, потому что он боялся, что будет что-то еще и не сможет защитить свою семью. Слава богу, суды, когда доходят до судов, они видят это, они дают очень мягкие приговоры, никого никуда, слава богу, не сажают. Но это ненормально, страна просто... Мы ущерба себе, я боюсь, наносим больше, чем в Газе. Насчет ПТСР военных и волна самоубийств. Расскажите про эту проблему и как с ней борется Израиль. Никак с ней не борется Израиль. Израиль продолжает призывать в армию людей, даже когда знает, что у него ПТСР. И были случаи, когда люди приходили и говорили: у меня ПТСР, мы не можем идти. На что командир говорил, что ну значит пойдете под суд, трибунал, разбирательство там и так далее. Именно про ПТСР на фоне 7 октября, что люди совершали самоубийство. И это происходит прямо вот сейчас здесь, типа, это волна самоубийств. То, что я и рассказываю, человек нигде не получает помощи. Если он еще куда-то позвонит, то, может быть, ему там кто-то что-то поможет, его запишут. Но это же, опять же, это же нужно вести. А у нас есть люди одинокие, как бы, которые служат тоже в армии. У нас оно даже не выявляется. Даже когда оно выявляется, ничего не делается. И у нас, по-моему, уже 60 случаев самоубийств. У полицейских, у военных, у людей, которые прошли это. Когда случилось 7 октября, на сканирование территории, где надо было в том числе искать трупы, многих не могли найти на протяжении долгих дней. Но в первый день там было все завалено. Туда бросили абсолютно неподготовленных военных. Неподготовленных к тому, как там пахнет. Неподготовленных к тому, что они увидят. Приходит обычный, как мы с вами, человек в дом, а там труп обугленный. И запах, соответственно, стоит. Людьми, после того, как они оттуда вышли, если они сами не обращались, никто не занимался. Им никакую там специальную инвалидность не давали, специальную помощь не давали. Сейчас периодически Министерство обороны распространяет информацию, что вот обращайтесь, пожалуйста, мы будем помогать. То есть бедлам, он же на всех уровнях бедлам. Если у нас не могут нормально починить трубу в доме, и она потом прорывает через 2 дня, то в армии те же самые люди, как бы и уровень дисциплины примерно такой же. И у нас, да, и эти будут продолжаться. Потому что мы с вами сейчас об этом говорим, а все равно никто ничего не делает. И все равно новых и новых людей туда бросают. Афганский синдром. Я думаю, что люди старшего возраста, они вспомнят, в каком состоянии возвращались мальчики оттуда. А еще одна варианция ПТСР – это требование, чтобы тебя считали героем. Потому что ты же герой, ты там родину защищал, пока вы здесь в тылу тыловые крысы, леваки сидели. Как бы и это тоже мы можем наблюдать сейчас на примере сегодняшней России. Как люди, которые возвращаются с того, что у них называется СВО, и это среди израильских резервистов тоже проявляется. В конце концов, это такие же люди со своими проблемами, со своими заботами, со своими тараканами в голове. Это касается не только резервистов, это касается и обычных молодых совершенно ребят, которые приходили туда, которые боялись, почему там было какое-то количество погибших среди мирных жителей, да, за что потом Израиль начали обвинять в предумеренном. Когда солдаты врывались в дом, они врываются в дом, там видят людей, они открывают огонь, они боятся, потому что людям было сказано оттуда уйти. Вот. А потом уже выясняется, что это был невооруженный боевик, что это, может быть, старик был, что это, может быть, еще кто-то был, который не ушел. Это страх. В войне, как бы ее не героизировали, а ее героизируют в любом диктаторском и в любом фашистском режиме. Нет ничего хорошего. Вот вообще никогда ничего хорошего. Поэтому, да, есть самоубийство, и они будут продолжаться. А у нас, по-вашему, диктаторский режим? У нас режим, который выстраивается в диктаторский. Еще нет, потому что свобода слова есть. Уже частично да, потому что свободы информации нет. Но у нас методы принятия решений и новые законы, которые принимаются, выстраивают эту страну в автократию. В автократию, где можно кого угодно назначать, где можно не расследовать серьезные подозрения в коррупции, за которые давно уже должны были люди не руководить теми или иными местами, а сидеть в тюрьме, ну или, по крайней мере, быть отстранены. Да, у нас принимаются законы, которые ограничат возможности средств массовой информации. Это все время идет очень маленькими шажками. У нас происходит на государственном уровне расчеловечивание врага, что необходимо, когда ты ведешь постоянные военные действия. У нас насаждается такая уже известная Ирану и ранее известная в Советском Союзе идея, что мы прекрасны, а вокруг нас весь мир врагов, антисемитов, которые нас ненавидят. Это та же самая изоляция, в которой живет Иран, и живет достаточно долго. И люди, которые за это топят, не понимают одну простую вещь. Не существует богатых диктатур.
Да, ну вот за исключением микрогосударств, которые изначально нарезаны вокруг нефтяного какого-нибудь там фонтана, ну даже там как бы бедных достаточно много, это всегда как бы диктатура всегда бедна, и диктатура всегда слаба, и это то, куда нас потихоньку ведут. У нас еще нет диктатуры, нас ведут к диктатуре. Ведут нас к диктатуре, пробивая законы, которые ограничат возможности прессы. Например, возможности видеть рейтинги, да, которые являются определяющими для получения денег. Нас ведут к диктатуре, когда министры заявляют, что они откажутся выполнять то или иное распоряжение суда, потому что существует разделение властей, и вы обязаны выполнять судебные постановления, даже если они вам не нравятся. Когда назначают людей вне зависимости от их профессиональной пригодности. По поводу Давида Зини высказались очень многие, как бы, но почему-то он все равно назначен. Может быть, он будет прекрасным человеком, это не вопрос, как бы, но так не делается в демократических обществах. У нас люди не понимают, что любая диктатура, а мы идем к диктатуре, мы идем к ситуации, мы уже пришли к ситуации, когда у нас за пост в Фейсбуке могут задержать, пусть не арестовать, задержать. Потому что его сочли подстрекательским. Мы пришли к ситуации, когда человек может стоять с одиночным пикетом, не кричать, никому не мешать, и к нему придет полиция и начнет его уводить и забирать у него плакат, потому что он мешает министру, который живет в доме через дорогу. Мы пришли в ситуацию, когда полицейские, применившие против протестующих избыточную силу, не просто не были наказаны или расследованы, а были повышены в званиях. Не в званиях, извините, а в должностях, которые они занимают. И когда мы к диктатуре придем, по мере того, как мы придем к диктатуре, а произойдет это в тот момент, когда судьи начнут давать более серьезные приговоры за обвинения, которые выдвигают полиция против демонстрантов. Ну или когда сами полицейские наденут темные щиты, чтобы не было видно лиц, да, как это делается в прекрасной России нынешнего и других многих странах. Так вот, когда мы туда придем, там к тому же еще и будет бедно. Но ведет нас туда та самая публика, которая сидит и так в бедности, и благодаря 14-му телеканалу убедилась, что это и хорошо. Потому что нам насаждают вот эту идею, что Израиль находится в кольце врагов. Весь мир не прав, весь мир антисемиты, одни мы хороши. Мы уже были в этой ситуации в Советском Союзе, но там у нас, по крайней мере, были хоть партнеры по Варшавскому договору, а здесь нет. Значит, и это идеология Ирана, это идеология внутренней изоляции. Мы прекрасные, а вокруг нас сплошные враги. Мы семимильными шагами идем в нищету, в диктатуру, где можно воровать и не нести за это ответственность, где можно своим приближенным раздавать государственные должности и не нести за это ответственность, где депутат Кнессета может орать, что она не придет на допрос в полицию, потому что у нее неприкосновенность, и ее после этого даже не лишают адвокатской лицензии. Я уж не говорю о том, чтобы Кнессет обсудил вопрос о снятии Тали Готлиб неприкосновенности. Мы идем в ситуацию, где правит сильный, а это и есть диктатура. Это означает бесправие обыкновенного человека. Поэтому я так думаю, что если мы в 26-м году ничего не изменится по какой-то причине, а уже есть законопроект, который предполагает снятие с гонки Нафтали Беннета, одного из главных претендентов, одного из главных конкурентов, скажем так. Уже есть законопроект, который предусматривает назначение главой Центральной избирательной комиссии ставленника партии власти и коалиции в Кнессете. Этих законов довольно много, разработаны они, кстати, не в Израиле, они разрабатывались в Америке. Вот. Все их спонсоры известны, все их. Иногда, знаете, смотришь заседание Кнессета, видишь депутата, про которого ты знаешь, что его интеллектуальный уровень просто, ну вот, стучат, войдите, да, деревяшка. И вдруг он выдвигает реально серьезный законопроект, который как бы прописан, но это не его законопроект, он составлен законопроект. Как бы на это работают нормальные аналитические центры, think-танки. Вот. И да, я думаю, что если после 26 года мы не изменим эту ситуацию,
то мы туда придем довольно быстро и обнищаем окончательно довольно быстро. А вот выживем ли мы потом, если у нас будет нанесен еще и по технологической, скажем так, по технологическому военному превосходству, которое мы тоже сейчас теряем совершенно стремительно. Посмотрите, как развиваются военные силы Турции, вооруженные силы Египта и так далее. То конец здесь будет достаточно плачевным, к сожалению. Будет ли создано государство Палестина? И когда это может произойти? Я думаю, что государство Палестина появится, но, во-первых, не таким образом, как сейчас. Во-первых, убивать и устраивать восстание в данном случае это неправильный путь для создания собственного государства. Даже если предположить, что все это движимо какими-то светлыми и благородными идеалами, оно так не работает. Тем более не работает просто против гораздо более превосходящего по силе врага. Потому что само палестинское общество это погружает в определенный постоянный психоз. Это абсолютно несчастное общество, которое существует на протяжении нескольких поколений с мыслью о том, что они жертвы, они подавлены, они находятся под оккупацией. И в конечном итоге вот этот вот синдром жертвы, он и порождает то, что они по-прежнему находятся то и дело под оккупацией. Хотя там до последнего времени в Газе, например, никакой оккупации не было. Там было полностью палестинское государство, как и в Рамале. Даже в Газе в большем объеме гораздо никто не вмешивался в свои органы управления и тому подобное. То есть палестинцев нужно на самом деле лечить. Разговоры о том, что палестинского народа не существует, я отвергаю сразу, потому что любой народ – это некая общая историческая память. И у палестинской нации, как у части арабского народа, совершенно своя история, когда здесь были османы, потом своя история жизни рядом с Израилем и под Израилем. В конечном итоге в той же Газе 3/4 беженцев, они возникли после 1948 года. И есть мнение, конечно, что они все сами туда убежали, но есть довольно много исторических свидетельств тому, как кого-то выселяли, а кому-то не давали вернуться и так далее. Окей, опять же, сделано то, что сделано, это определенная данность, но мне не нравятся тут две вещи. Во-первых, еврейское присутствие в Газе существовало всегда, испокон веков, до того момента, пока Газа не стала принадлежать Египту. Вот тогда евреев здесь не осталось. Во-вторых, изначально предполагается, что будет еврейское государство, в котором могут жить и арабы, ну, в том числе вот на территориях западного берега, да, будет на западном берегу создано арабское государство, в котором евреи жить не могут. А я не поддерживаю никакое государство, в котором не может жить кто-либо другой. И если изначально и палестинцы, и мировое сообщество идут на вот подобную форму, то эта форма изначально ущербная, и изначально в ней заложены войны. Вот. Но во всем остальном, да, наверное, палестинское государство когда-нибудь будет создано, и создано оно будет в сотрудничестве с Израилем, и существовать оно может только в том числе в сотрудничестве с Израилем. Это займет какой-то процесс, но если мир видит, что есть народ, который так или иначе хочет свою государственность, то рано или поздно этот народ ее получит. Как только докажет, что имеет право эту государственность получить. Евреи это доказывали достаточно долго. Сделка Израиля и Хамас, что вообще произошло? Ну, а что произошло? Израиль поставил определенные цели своей войны, мы их знаем. Их было 3. Уничтожить Хамас, отстранить его от власти и уничтожить физически, вернуть заложников и сделать так, чтобы из сектора Газа никогда больше не исходила угроза. Хамас поставил свои цели, когда напал на Израиль 7 октября. Да? Захватить заложников и добиваться освобождения палестинцев, которые за террористические акты находятся в израильских тюрьмах. Значит, Хамас то, чего добивался, выполнил. Он освободил 250 убийц. Там есть не люди, которые убили кто-то 5 человек, кто-то 11 там, и так далее. Там абсолютно жуткие имена. Вот. И вот 246, если я не ошибаюсь, человек из этих 250 вышло, потому что 4 руководителей Танзима, и каких-то еще группировок Израиль смог оставить. Теперь, нельзя сказать, что Хамас сильно выиграл, да, потому что, скажем, боевики Нухбы, тренированные, захваченные 7 октября, они не отпущены. Вот. И отпустили в основном тех, кто совершал теракты в начале 2000-х, 2004-2005 год. Да? Поэтому, кстати, вот в этом списке кровавых убийц не хамасовцев больше, а
фатховцев, бандитов из Фатха. Но это тоже определенный, скажем так, дипломатический успех Хамаса. То есть он освободил бандитов других палестинских фракций тоже. Там есть и Народный фронт освобождения Палестины, там даже исламский джихад есть. Там очень много кого. И это, несомненно, укрепляет его статус в глазах других идеологизированных группировок. Вот. Ну и второй задачей Хамаса было выжить. И он выжил. Израиль ставил целью войны уничтожение Хамаса и отстранение его от власти. Ни то, ни другое, ни того, ни другого не случилось. Хамас проводит уже показательные казни в районах, откуда ушел Цахал. С Хамасом, именно с Хамасом велись переговоры, достигалась эта сделка и так далее. То есть Хамас по-прежнему власть в Газе, с которой теперь, к сожалению, считается больше народов и стран, чем до 7 октября, как с реальной силой. Израиль говорил, что вернет заложников, вернул, опять же, частично это удалось выполнить, хотя если бы, например, на тех же условиях мы заключили договор еще год назад, то разрушений было бы меньше, людей там погибло бы меньше, и, возможно, точно наших бы солдат погибло меньше, заложников, может быть, каких-то удалось бы тоже спасти из тех, которые были убиты или погибли в плену. Вот, то есть это выполнено частично. И третье, это вот обеспечить безопасность. Никакой гарантии, что довольно скоро Хамас или любая другая структура, в которую Хамас переименуется, снова начнет представлять крайне серьезную угрозу для Израиля. Такой гарантии у нас нет. У нас есть гарантии на уровне тактики, мы рассматриваем там дополнительную буферную зону, что-то еще. Но как источник угрозы он сохранился. С той только разницей, что у Израиля за время этой войны сократилась международная поддержка, и мы видим это в признании государства Палестина. И в то же самое время враги Израиля, либо недруги Израиля, начали гонку вооружений. Турция прокачивается оружием, Египет прокачивается оружием. Турция при этом, не стесняясь, говорит, что в ее планах ходит возвращение Иерусалима, который когда-то был турецким городом на территории Османской империи. Вот. И поэтому сказать, что сильно там безопасность восстановлена после 7 октября, лично я тоже не могу. Если просто математически все это суммировать, то, скажем так, абсолютной победы нет ни у кого, а по баллам Хамас, несомненно, выиграл. Я хотел спросить, как раз, как вы считаете, Израиль проиграл Хамасу? Израиль не выиграл. И выиграть не мог. Я говорил все эти 2 года. Вы не можете одним только военным решением что-то решить. Так не бывает. Это физически невозможно. Военное решение может быть только инструментом для подготовки политического решения. Когда у вас политического решения нет и не планируется, потому что изначально правительство вело эту войну для того, чтобы захватить кусок Газы, потому что это часть земли обетованной, и поставить там какие-то поселения новые, то, что вы можете сделать? Можно уничтожить, предположим, провоевать еще год и уничтожить Газу целиком, да? Чтобы докопаться до любого хамасника, чтобы дотянуться до каждого, там, вот, предположим, вот все снесли, превратили это, как антигитлеровская коалиция превратила Германию, провели ковровые бомбардировки, как в Дрездене. Кстати, дебилам, которые обвиняют на всех углах в Европе Израиль в геноциде. Значит, техническими средствами организовать геноцид на территории в 360 квадратных километров – это вопрос месяца. Вы просто подводите тяжелую артиллерию и бомбардировщики, не бомбардировщики в нашем случае, а истребители с ракетами, и просто планомерно разносите там все в дрова, пыль мелкую. Это если вы решили там на самом деле что-то уничтожить. Да? Израиль, разумеется, этого не делал. Но, опять же, предположим, мы воюем еще год, мы до всех дотянулись. Вот мы за время войны, есть разные оценки, где-то 20 тысяч боевиков разных фракций, в основном Хамаса, отправили к Гуриям. Они набрали новых. Потому что в ситуации, когда ты у народа своего забрал еду и являешься единственным распределителем еды в конечном итоге и лекарств, ты любому тамошнему подростку можешь дать в руки автомат за еду. Точно так же рекрутируют 15-14-летних детей в Йемене, например, рекрутировали. И, они не тренированы, они, может быть, не очень сильно могут воевать, но хорошо, мы убили 15 тысяч, вот вам новые, мы убили 15 тысяч, вот вам новые. То есть в какой-то момент это, конечно, закончится. Но закончится это, если рядом есть политическое решение. Политическим решением, например, одно из могло... Спросить, какое, по-вашему, должно было быть политическое решение, и вообще, какой должен был быть ответ на 7 октября? На 7 октября должен был быть ровно тот ответ, что сделал Израиль в первые месяцы, в первый год.
очень жесткий, очень тяжелый, с уничтожением всех, кого только можно, с освобождением всех, кого только можно, с выбиванием зубов, насколько можно, Хизбалле, потому что подключилась, с ударами по Йемену, и в том числе я абсолютно поддерживаю, скажем, вот того же Нетаньягу за удар по Катару. Даже несмотря на то, что он не удался, там, не ликвидировали тех, но я думаю, что этот удар, он дал очень многое для продвижения нынешней сделки, потому что, пожалуй, впервые, может быть, во второй раз после Ирана, но более сильно, лидеры Хамаса поняли, что за ними придут. За ними придут в Турции, за ними придут в Катаре, за ними придут, и они не спрячутся ни зачем, ни за американской базой, ни за суверенитетом. Ну, в общем, обидно наворовать 3, 4, 5 миллиардов, а потом, чтобы тебя взяли и испарили. Вот, и это явно подстегнуло к сделке. Вот, но отвечал Израиль правильно, а рядом должно было что-то быть. Один из вариантов был, кстати, это Мухаммед Дахван. Мухаммед Дахван – это боевик, террорист, как бы человек, который нас не любит, и мы его не любим, это все понятно. Но у него в свое время был интересный подход. Он говорил, что, во-первых, с Израилем нельзя воевать за зеленой чертой, то есть в пределах зеленой черты. Да? Он не собирался атаковать Тель-Авив, он не считал, как Хамас, всю эту территорию сионистской оккупацией. Он хотел вернуть границы 1967 года. Да? И, во-вторых, он предпочитал говорить, что воевать надо с военными, а не убивать, не расстреливать мирных людей в машинах. Он уехал, он в конечном итоге тот, кто проиграл Газу Хамасу. Но сегодня он советник шейха, руководителя Объединенных Арабских Эмиратов. Это богатый человек, он торговец оружием, он чрезвычайно влиятелен. Он имеет своих людей в Газе, он обеспечивал поставки гуманитарной помощи, у него есть международные связи. Если мы ищем академика, который придет в Газу со словами «как я люблю тебя, Израиль», то мы будем такого искать еще лет 15, как бы, и все равно не найдем. Если мы понимаем, что есть реальность, которая говорит тебе, что ты должен не марионетку очередную находить, одним бандитом менять другого бандита, что все время приводит к нас к одному и тому же результату, что с Арафатом, что с Абу Мазаном, что с Хамасом, с кем угодно. Либо вы должны какую-то дополнительную возможность дать армии. Вот армия должна заставить ту сторону согласиться с вами. Это только один из вариантов. Но что сделал Израиль? Не Израиль, вернее, простите, и не солдаты, и не Цахал, а те, кто должны были покинуть свои посты сразу после 7 октября. Это подельники. Это Нетаньягу, Алеви и Бар. Да? Ну, еще там несколько помельче. Неважно. Они сказали, мы ставим одной из целей нашей войны уничтожение Хамаса. Вы представляете себе, бандит пришел в банк, захватил заложников и говорит, дайте мне миллиард. К нему подкатывает полиция и говорит, значит так, мы пришли с нашей главной целью тебя убить. А теперь мы начнем пытаться освободить заложников. Вы понимаете, что как в том анекдоте, стимула совсем нет. Это доказательство того, что заложники никого не интересовали до тех пор, пока не вмешался Трамп. Это сейчас пытаются каким-то образом затушевать нынешнюю власть, но это вранье. Никого они не интересовали. И в итоге, был еще один вариант – вернуться к идее конфедерации такой. Ведь что такое Газа, что такое, Иудея и Самария в меньшей степени, Газа в чистом виде – это конгломерат банд. Помельче, побольше, кланов. И это банды не обязательно занимающиеся криминалом каким-то, да, наркотиками, проституцией, чем-то еще. Они контролируют и вполне легальные бизнесы, строительные бизнесы там и так далее. Была идея, может быть, вернуться к вот такому союзу внутренних хаму, которые будут поддерживать в сотрудничестве с израильскими спецслужбами порядок на подконтрольных им территориях. И при этом заниматься тем, чем всегда они занимаются: торговлей, строительством, развитием туризма. Посмотрите на Ерихо. Плюс-минус там работает вот эта вот система. И что пошло не так? Нет, ничего не пошло не так. Пошло не так то, что главной задачей для Нетаньягу было сохранить коалицию с ультраправыми радикалами. Поэтому началась война без конца и без края. И на протяжении долгого времени я спрашивал у сторонников нынешнего премьера, которые на всех углах и из всех помоек топили и топят, по-моему, до сих пор, за Ницахон Мухлат наш, за абсолютную победу, я у них просил объяснить мне одну простую вещь. Без всякого спора. Что вы вкладываете в это понятие? Вы имеете в виду флаг над руинами Рейхстага, да, то есть я не знаю, что в Газе должно считаться Рейхстагом, но, например. Вы имеете в виду хамасовца главного на тот момент, который придет и подпишет капитуляцию? Или надо всех хамасовцев убить? Или надо убить какой-то их процент? То есть
И никто не мог на это ответить ничего, потому что нету такого определения. Нет понятия «абсолютная победа», и уж тем более невозможно освободить заложников, когда ты с этим выходишь. Война изначально велась с двумя целями. Правые хотели, и по тупости своей верили правые наши радикалы, национал-фашисты, что им удастся вернуть кусок Газы, что они там построят поселение, что у нас министр финансов сказал, что это будет золотой жилой для рынка недвижимости. И он на самом деле правильно сказал, потому что сейчас очень много строительных подрядчиков, только не наших, наживутся на восстановлении. Как бы никакого практического эффекта для безопасности это разрушение в конечном итоге не возымеют. И мы начали войну без конца и без края для того, чтобы затушевать роль преступников настоящих на нашей стороне, по чьей вине эта война началась, в том числе, в первую очередь, в политическом эшелоне, для того, чтобы не потерять власть и не оказаться без власти под судами о коррупции. Вот. А дальше уже как получится. И ущерб, который нанесен последним годом войны всему Израилю, он просто невероятен. Поэтому я лично не могу говорить сейчас о какой бы то ни было победе. Слава Богу, что вернули эти 20 живых ребят. Вот просто слава Богу. Опять же, год назад могли бы сделать. По всей стране люди больные ПТСР. Вчера самоубийство женщины, матери солдата погибшего. До нее парень сжег себя, потому что 2 года ел себя за то, что не спас свою девушку на фестивале. У нас волна самоубийств, у нас кончают с собой люди, которые находили тела после резни 7 октября. У нас сводят счеты те, кто вернулся из армии. Армия продолжает призывать в свои ряды тех, у кого есть тяжелый ПТСР, потому что нужны были люди. У нас дичайший провал в дипломатии. Мы не были никогда в такой изоляции. Мы не были никогда, Израиль никогда не был в ситуации, когда вся наша страна зависит от одной только республиканской партии США, то есть даже не от всех Соединенных Штатов. И в этой республиканской партии все зависят от одного только человека, Дональда Трампа. Вот не было такого в израильской истории, это ужасно. Это не значит, что мы завтра умрем, несомненно. Завтра к нам приедет президент Индонезии, завтра будут еще другие связи, мы перестроимся. Но это даже пировой победой не назовешь, потому что пир хотя бы добился победы. Почему же тогда все вокруг рассказывают о победе какой-то? Да не все вокруг рассказывают. Есть вот военные обозреватели, рассказывают о победе. Ну, хорошо, значит, в военном плане Израиль победил. В военном плане у Хамаса изначально просто не было шансов. Да, никто не предполагал, что Хамас в войне, в прямом столкновении может победить Израиль. То есть, получается, они рассказывают только о военном плане? Да, а в чем еще видна победа? Пусть мне любой военный обозреватель, политический, скажет хотя бы один плюс, который Израиль вынес из этой войны. У нас не уничтожена угроза из сектора Газа. Она замрет на какое-то время, но у нас после каждой военной операции есть передышка, мы к этому привыкли, потому что, другой стороне берет время восстановиться. Когда, по-вашему, будет следующее 7 октября? Я не знаю. 7 октября может и не быть никогда, и дай бог, чтобы никогда не было. А когда будет следующая война, я не знаю, никто не знает. Я, к сожалению, знаю только то, что она будет. Сколько по времени потребуется восстановиться? Ну хорошо, 5 лет, 10 лет. А кто вам сказал, что следующая война обязательно должна начаться именно в Газе? Почему мы не думаем о том, что следующая война может начаться с Турцией? Почему мы не думаем о том, что она может начаться у нас против Турции и Египта и новых сирийских властей вместе взятых? Я еще раз повторяю, мы до сих пор в военном деле зависим от одного человека, будем говорить опять же, от одной страны, от Соединенных Штатов. Во всех интервью, которые я давал до сих пор и в материалах, которые публиковал сам, я говорил одну простую вещь. Война продолжается ровно до того момента, пока Соединенные Штаты разрешают ее продолжать. По своим соображениям, потому что Биби убедил, потому что Трамп захотел, неважно почему, она продолжается. В тот момент, когда Соединенные Штаты решили, что пора заканчивать, война закончилась моментально под бурные аплодисменты, переходящие в буфет. И если завтра, будь то у Трампа или у его сменщика, мы не знаем, кто придет, у него, наверное, будет другое отношение к Израилю. А за это время, за эти же годы восстанавливаться будет не только Хамас. За эти же годы более современными самолетами обзаведется Турция, более современными кораблями уже обзаводится Египет, который купил французские Мистрали, который модернизировал морскую базу.
И никто, ни один из военных обозревателей не даст вам сейчас гарантии, что Израиль сохранит военное преимущество, технологическое. Еще и потому, что вот сейчас мы входим в 2026 год. И 2026 год – это в том числе год подписания очередного соглашения об американской военной помощи. Я думаю, что мы его подпишем, мы его каким-то образом получим. На каких условиях, что там будет происходить. И самое главное, что в это же время будут получать Турция, Египет и прочие страны, потому что главной проблемой все-таки является для всего мира и Соединенных Штатов не безопасность Израиля, к сожалению, а уничтожение общей опасности – это Иран. В данном наши интересы совпадают, но не более того. И если понадобится завтра вооружить ядерным оружием или ракетным оружием Саудовскую Аравию, Катар и кого-нибудь в этом роде, Дональд Трамп будет сильно оборачиваться на Израиль или на еще кого бы то ни было, он, я напомню, все-таки американский президент. Это наш премьер стал прислугой американского президента, не наоборот. И Дональд Трамп в первую очередь обязан американским гражданам и своей стране, и делает это в том видении, которое он понимает. Вот. Пусть эти военные обозреватели, которых вы напомнили, ответят что-нибудь людям, родителям, которые потеряли своих ребят, своих сыновей, дочерей на войне. У нас таких 1153 человека. Вчера на всех каналах, и сегодня тоже, абсолютно объяснимое бурное ликование, потому что мы вернули живых заложников. Они приходили туда же и говорили, вот а нам что делать? Отец туда пришел, он мальчика своего похоронил, в землю закопал. Ему говорили про Ницахон Мухлат, про победу. Он чему должен радоваться? Руинам Хан-Юнс? И деньгам, которые на восстановление этих руин заработают какие-то строительные подрядчики? Что будет, если Америка потеряет интерес помогать Израилю? Ну, давайте скажем так, ничего хорошего не будет, потому что риски надо диверсифицировать, и поддерживать отношения надо с разными странами. А для того, чтобы поддерживать отношения с разными странами, надо учитывать их интересы. Интересы Великобритании, Испании, Франции. Самое легкое, что можно сделать, это всех обозвать леваками, антисемитами и махнуть рукой. Вот. Государственные деятели так себя не ведут. А люди, которые решили, что для их личной карьеры выгоднее стать губернатором еще одного американского штата под названием Израиль и активистом республиканской партии и строить всю свою политику и карьеру только вот в этом ключе, да, и позволить американскому фонду, существующему на деньги американских миллиардеров, формулировать и продвигать государственную повестку во внутренней политике. Да, у нас некоторые законопроекты, которые выдвигались, это фонд Heritage американский, это всем известно. Вот, и у которого есть в том числе уже силовики, которые имеют определенные, скажем так, определенные связи с Соединенными Штатами, там, с людьми в Соединенных Штатах, ну скажем так. Вот. И когда у тебя сын сидит в Майами, один из детей, и когда ты, кроме США, как бы, в общем-то, не можешь поехать, потому что на тебя ордер МУС выписал, в том числе по этой же причине, вот тогда ты всю страну делаешь заложником одного человека, который, да, завтра может передумать. Завтра у него может настроение испортиться, завтра его сменить может кто-то другой. Поэтому любому другому человеку, который придет на место Нетаньягу, нужно восстанавливать и устанавливать отношения с остальным миром тоже. Иначе мы просто стоим на одной ноге или сидим на одном суку подсохшем. Если он рухнет, то мы, я надеюсь, не рухнем, но не хочу прогнозировать ничего такого. Давайте поговорим про религиозные перегибы. Израиль – это еврейское государство или это многонациональная страна? А это не противоречит друг другу. Израиль – это еврейское государство, и в то же время тут могут жить люди любых национальностей. Потому что еврейство, ну, в моем понимании этого слова, это не религиозный фактор, а фактор национальный. Фактор национальной идентичности в нашем случае огромную роль в этой идентичности, да и не только в нашем, в любом, играют религиозные какие-то моменты, нет сомнений. Это, опять же, наша общая совокупная история, наши общие мифологемы, то, что делает нас народом. Но если Израиль при этом страна демократическая, то, несомненно, тут могут жить и другие люди, и пользоваться абсолютно всеми правами. Вопрос заключается в том, что наши религиозные люди, и не только они, а все так называемые борцы за традиционные ценности, как правило, это оказываются именно те люди, которые выстраивают вот эту дорожку к диктату, объясняют нам, что любой представитель другой национальности, который проплыл сюда вот под видом
еврея, а оказалось, что он там в недостаточном количестве крови еврей, он подрывает, значит, устои национальные нашего государства, разрушают его национальный характер, и поэтому нельзя открывать в субботу магазины или там бассейны плавательные, общественные, это все разрушает наш национальный характер. Знаете, я бывал, как и многие, в огромном количестве разных стран. Я был в Азербайджане, где говорят на русском, где говорят на английском, где живут очень много представителей разных национальностей, разных народов и так далее. И мне ни разу в голову не пришло, что это каким-то образом не Азербайджан и не его национальная идентичность. Я когда был в Казахстане, где точно так же стоят громадные билборды, и ты можешь есть все, что хочешь, но при этом, ну, как бы не подают тебе свинину там, где вот обыкновенный общепит. Но я пришел, и когда я пошел не в казахский ресторан, а в узбекский, потому что есть суп, который я очень люблю, да, мастава, я этим не нанес ущерба казахской идентичности их государства. Да? То есть это бред, который нам приносят, что если вдруг, да, у нас есть наши праздники, они еврейские, у нас есть государственный язык, это иврит. Если рядом кто-то говорит на арабском, это никоим образом не подрывает устои моего государства. Если официальным вторым языком является арабский, это тоже никоим образом не подрывает устои моего государства. То есть если здесь открыт в субботу магазин или не открыт, это не ущемляет ценность царицы субботы в моих глазах в плане того, что это государство остается еврейским. У нас день отдыха другой, у нас могут быть праздники, рассчитаны по-другому, у нас есть своя национальная кухня, у нас есть свои национальные традиции. Ну, как бы, поэтому, да, если мы живем нормально, то здесь могут жить люди разных национальностей, но это все равно будет еврейским государством. А если мы живем ненормально, то мы берем пример с Ирана, где, опять же, тоже живут люди разных национальностей, но они подавлены в правах. И можно смотреть, насколько сильнее они подавлены в правах, нежели все остальное население, потому что не бывает так, что давят только кого-то одного. Любая страна, которая подавляет кого-то, заодно подавляет и собственное коренное население, вот тех, ради кого якобы все это делается. В Китае подавляют уйгуров, но заодно китайцы там тоже не в шоколаде плавают. И это касается абсолютно всех. Расскажите про гибкие и удобные религиозные законы, которые мы все должны соблюдать. Например, вот то, что вы сказали, работа магазинов в шаббат. В шаббат по нашему закону нельзя работать еврею. Значит, если какой-то работодатель... Во-первых, начнем с того, что магазины, которые открываются в шаббат, они открываются в рамках определенных норм, прописанных в законах. Значит, это может быть городской закон, и он будет следить, что у тебя нет там слишком много магазинов в субботу работающих на этом участке, ты получаешь определенную лицензию, ты за нее платишь, а пропо к бесконечному количеству таких незаметных налогов, которые существуют. Бывает, что ты строишь торговый центр где-то на отшибе, да, какой-нибудь бизнесмен строит. Вот площадка выделяется с условием, что не больше 25% населения тут еврейского, а вот в остальное приезжает. А в смысле, если там через 2 года изменилось население, торговый центр снести надо. В большинстве случаев за этими законами никто и не следит особо. Но когда вдруг появляется необходимость собрать с кого-то не налоги, а штрафы в данном случае, которые у нас превращаются в еще один налог, опять же, то посылают и начинают перепроверять. И это ненормальность. Я всегда считал, что нужно уважать другого и воспринимать его точку зрения. Поэтому, если в Бней-Браке, который в большинстве районов города заполнен ультрарелигиозным населением, нет портретов женщин на улицах, а если что-то появилось, то ей закрашивают лицо, мне это не нравится, я понимаю, что это дикость, я не считаю возможным сегрегацию какую-либо в любом общественном пространстве, но ладно. И вот, видимо, проблема заключается как раз в этом «ладно». Потому что следующим шагом это закрашивание лиц женщин уже в соседнем Рамадгане на плакатах либо на автобусах. И я, когда начало это происходить, я сказал, что можно сделать одну простую вещь. Можно взять плакаты, распечатать девушек в бикини и наоборот начать наклеивать их по Бней-Браку. И тогда, ребята, вы посмотрите, насколько вам приятно, когда наступают на ваши мозоли, если вы с такой легкостью приходите и наступаете на наши. Но это плохой путь, потому что это сталкивает между собой сектора.
А это именно то, что наши нынешние правители пытаются сделать, столкнуть между собой сектора. Потому что там люди с какими-то своими взглядами, и то, что они мне лично кажутся абсолютно дикими, я уже говорил, я не воспринимаю свою точку зрения как единственно правильную. А вот у них она такая. Хорошо, единственное, есть разница в общественном пространстве. И когда нам начинают говорить, ну что такого, люди пришли в Тель-Авиве, хотели помолиться на улице и поставили разделительную вот эту вот железку, ну что такого, они же хотели. Это общественное пространство. Любая сегрегация в общественном пространстве – это ущемление прав. Как правило, это ущемление прав женщин. И это, опять же, только очередной шаг. А в конечном итоге мы приходим полностью религиозному обществу, которое диктует свои требования и получает то, что требует. Вот как мы видим это сейчас. Скажите, вот про сегрегацию расскажите про сегрегацию с автобусами. С автобусами это вообще дикость абсолютно. Этого не должно происходить. Не должно быть никаких автобусов, в которых в одной половине находятся мужчины, а в другой половине находятся женщины. В том же Бней-Браке был опыт, когда разделили улицу. Там по одной стороне можно было ходить мужчинам, по другой стороне можно было ходить женщинам. Были города, в которых устанавливались для этого специальные знаки для разделения улиц. Но за улицы, по крайней мере, хотя этого нельзя допускать даже в таких городах, не берут деньги. А в нашем случае общественный транспорт датируется. И вот я лично моими налогами не хочу финансировать хотелки министра транспорта Мири Регев, которые заключаются в том, чтобы ортодоксы не оказывали ей сопротивления или ее поддерживали, когда она пойдет там на более высокие посты баллотироваться, а Мири Регев себя видит потенциально будущим премьер-министром Израиля, чтобы было понятно, и потенциально будущим председателем Ликуда. И, кстати, имеет на это шансы, по моей оценке уже. Так вот, этого не должно быть. Не должно быть финансирования государственного вылета религиозных ортодоксов в Умань, потому что это не государственный праздник. И абсолютно не важны подсчеты, что, ну, подумаешь, там по 220-300 шекелей всего на человека пришлось, что вам жалко, что ли? Вопрос не в том, на что пошли эти деньги, там, на ремонт аэропорта или личным подарком. Вопрос в том, что из государственной казны берутся деньги на хотелки определенного сектора. В данном случае все равно на какого? Ортодоксального, арабского, светских израильтян, ну, правильнее говорить, мирян, но не важно. Значит, ортодоксы, получив политическую силу в рамках нашей абсолютно коррумпированной изначально политической системы, получили возможность контролировать министров, даже которые не являются ортодоксами. И главная их цель – это получить деньги от государства, которые они не считают ни еврейским, ни своим. Их отношение к нам примерно такое же, как отношение к властям Соединенных Штатов или отношение к властям в Российской империи времен царя. Потому что призыв в армию они считают рекрутированием, например, да? Хотя это совершенно несоизмеримые вещи. Они продолжают традицию, которая противодействие Аскале, которая возникла давно. Они не хотят, чтобы их паства, которая в конечном итоге приносит им деньги, выбиралась за пределы гетто, которые они построили. И проблема не в том, что они этого хотят. Проблема в том, что они это получают. У них это удается. Наше государство оказалось не в состоянии противостоять этому в тот момент, когда количество начало переходить в качество. И это тяжелейшая угроза сегодня для Израиля. Я не знаю, с чем ее можно сравнить, потому что сугубо экономически у нас увеличивается актуарная нагрузка на государство, которое может в какой-то момент этого не выдержать. У нас есть полностью непродуктивный сектор, неважно, какие цифры занятости нам показывает статистика, он непродуктивен. Это сектор, который не приносит, почти не приносит денег в страну, но потребляет. При этом многие потребляют, работая. Я даже не говорю про эффективные места. Люди работают, кто-то, я не знаю, шуарму режет, кто-то еще, но это люди, которые перераспределяют внутренние деньги. А государство в конечном счете живет на то, что оно смогло принести извне. Продавая сырье, продавая услуги, продавая товары, делая что-то. И в результате в любом обществе есть условные 25% детей, которых мы обязаны содержать и учить. Есть условные 20-25% пожилых, которые получают пенсию, и сейчас увеличивается жизни и, соответственно, затраты больше. А в нашем обществе вот оставшиеся 50% обычно содержат эти две группы. А в нашем обществе появляется еще одна группа, которую мы должны содержать. Потому что единственное, что они приносят в страну, это, ну, почти единственное, опять же, это
халука, которую продолжают какие-то большие общины за рубежом присылать на содержание там тех или иных общин здесь, религиозных. А на русском? Халука – это такой термин, это распределение, это пожертвование на содержание общин, которые всегда были вот в святом городе и во всем мире во время Галута посылали деньги на то, чтобы их потом халука, то есть разделяли между общиной, и люди на это каким-то образом питались, ели. Вот, но это было в Галуте, это не было в еврейском государстве. Однако они не считают это еврейским государством, они считают это обычной дойной коровой. Точно так же, опять же, я еще раз говорю, как в любой другой стране. Просто в другой стране они не имеют такого политического веса. А у нас имеют. А вот про политический вес, коррупция среди раввинов. А это не коррупция, с их точки зрения, опять же. Вот, например, у хасидов хасидские дворы устроены по принципу королевства, они наследуют места. Значит, коррупция в нашем понимании слова среди раввинов проявляется при назначениях раввинов и при других назначениях на религиозные должности, ну скажем так, которые финансируются государством. Поэтому у нас сын одного раввина, который является главным раввином этого города, будет потом главным раввином этого города, может быть, поменьше. А их дочь будет возглавлять здесь государственную религиозную школу. А их еще кто-то близкий будет возглавлять, станет муэлем, например, ну или там будет заниматься кашрутом, да, и получать деньги от главного раввината. То есть для них это естественная форма существования. А мы считаем это коррупцией, потому что мы считаем, что профессионал должен назначаться по профессиональным навыкам. А вы у раввина, когда назначаете его главным раввином, как можете проверить профессиональные навыки? Они не проходят тест на вызов дождя вовремя, да, там, или какую-то еще процедуру. Вы полагаетесь на мнение того или иного собрания мудрецов, которое решает, что вот этот человек нам нравится, и он, наверное, хороший профессионал. Ну вот его туда и назначают. А в последнее время вот у нас они добились, например, возможности назначать главных раввинов населенных пунктов практически по числу населенных пунктов, практически без ограничения это увеличено сейчас. Вот, и, соответственно, на это опять же пойдут государственные бюджеты новые, соответственно, откроются новые позиции, да, которые нужно заполнить людьми. Вы будете заполнять это теми, кто... Это, опять же, среда, внутри которой действуют очень серьезные монополии. Раввинская комиссия по кошерным телефонам. Да? Не будем трогать сейчас вообще такое кошерные телефоны, что оттуда нельзя дозвониться, наполовину номеров там закрыты, заблокированный интернет, сайты и так далее. Но главное, что существует комиссия, которая определяет, что и где торговать. И люди, которые в этой комиссии, один из них, если я не ошибаюсь, держал собственные магазины сотовых телефонах вот в этом секторе. А в этот же момент происходили нападения ортодоксов на магазины, которые торговали в том числе некошерными сотовыми телефонами. Да, там огромная коррупция внутри строительных объектов, внутри всего остального, но это уже коррупция не раввинская, это коррупция вот сугубо такая же, как у нас у всех. Да, а вот именно внутри своей системы, ну, посмотрите на гору Мирон, да, на которой зажигают костер, на которой произошла трагедия ужасная. Вот. Ну, во-первых, финансирование безопасности там лежит на государстве теперь и обходится в несколько десятков миллионов шекелей. А во-вторых, самое главное, там на всех углах есть сбор пожертвований, который не учитывается, торговля всякой водой, булочками, фиг знает чем еще. Это все не учитывается. Специальные гмахим, кранот, которые существуют, фонды взаимопомощи так называемые, которые существуют в религиозной среде, в них происходит оборот черного нала постоянный. Об этом известно, этот вопрос поднимался неоднократно и Банком Израиля, и Министерством финансов и так далее. Но оборот черных денег внутри религиозного сообщества чрезвычайно велик. Не говоря о многих других нарушениях, когда, например, вы получаете деньги на ешиву, в которой у вас записано 30 учащихся, а у вас там их на самом деле 5. Да? И поскольку министерства раньше не успевали, а сейчас вообще не проверяют, ну потому что это близкие партнеры, и не надо их раздражать, сказали 30, значит и 30. Да, вот отсюда берется, собственно, и поголовная занятость, потому что там же, соответственно, и учителя работают, и все остальные. И вдруг туда приходит инспекция. И происходит давно уже то же самое, что происходит сейчас при попытке арестовать уклониста. Тебя, эту инспекцию просто грубо задерживают в классе,
А за это время из соседних ешив, либо с соседних дворов собирают молодняк, которым заполняют ешиву. И ты не можешь в итоге подтвердить, что это вообще не те люди. Хотя, наверное, если глубоко прокопать, можно это найти, потому что, ну, где-то же и списки должны быть, имена, документы какие-то. Но у нас, опять же, вот такую одну ешиву для девочек поймали, по-моему, в 23-м году, в 22-м, я не помню в каком. Ее поймали, ее оштрафовали. У нее не оштрафовали даже, а отняли финансирование больше, чем на 500 000 шекелей. А потом в Министерстве образования сменилась власть вместе с правительством, они подали апелляцию и все деньги им вернули. А вот служба в армии, она должна быть для всех или есть исключения? Служба в армии всегда имеет исключения. В Израиле вопрос заключается в том, исключение это или правило уже. То есть у нас же вопрос с ортодоксами или с арабами заключается не в том, что в исключительных случаях кто-то не идет. У нас вопрос заключается в том, что это правило. В Израиле армия – это орган, который определяет, кто конкретно ей нужен. И по понятным причинам армия не торопится набирать арабских молодых людей, хотя многие, наверное, бы пошли. Но это плохо, но это вот то, что есть. Как бы есть определенное неравенство. Армия решила, что нам отсюда не надо. Но в то же время армия знает, что ей нужно дополнительно, например, 14 000 на сегодняшний день солдат. 14 или 12, извините. 12 000 последняя оценка, из них 7 000 нехватка в боевые части, а 5 000 это обслуживающий персонал. И армия сказала, мы хотим вот это. Теперь с другой стороны приходят депутаты и говорят, мы требуем всеобщего равенства. И они правы, закон должен выполняться. По закону сегодня в армию надо призвать от 80 до 90 тысяч молодых ортодоксов. У армии нет ни потребности в таком количестве, ни возможности их всех принять. Как бы. Плюс к этому, значит, политическое сопротивление, о котором мы уже говорили, и в итоге армия начинает выискивать какие-то вот эти вот шаги. Было интервью депутата Ицхака Пиндруса, в котором он сказал, что у меня всего 2 требования. Чтобы люди оставались ортодоксами в армии, и чтобы люди из армии вернулись ортодоксами. Чтобы они в армии не увидели, что есть другой мир, и не вышли бы из своей общины. Я считаю отвратительным преступлением Израиля как государства тот факт, что для людей, которые покидают ультраортодоксальные общины по собственному выбору и по разным причинам, не оказана, не развернута широкая государственная поддержка. Эти люди оказываются совершенно выброшенными, ими занимаются некоторые НПО, у которых достаточно мало сил для этого, но не государство. Ну вот, и армия говорит, что мы пытаемся вот набрать вот этих. Теперь часть не идет, предпочитает арест. С низкой мотивацией люди армии тоже не особо нужны. Поэтому, в принципе, конечно, армия должна быть для всех, если мы по какой-то причине не решили в какой-то момент перейти на профессиональную армию. На этот счет есть разногласия. Кто-то говорит, что тут есть плюсы, кто-то утверждает, что тут есть минусы. В нашем случае армия – это большой социальный институт. Она, на мой взгляд, должна быть для всех. И вопрос, когда армия сможет сама забирать к себе всех этих людей, это вопрос какого-то количества лет, но при нынешней политической системе, не при нынешней власти, а в нынешней политической системе, нет никаких шансов, что ультраортодоксальные лидеры, которые получили практическую монополию на идеологию в своем секторе, а раньше были другие взгляды, там были другие партии, которые представляли работающих религиозных людей, которые представляли религиозных людей, служащих в армии, это все погашено. Вот. И в нынешней, если эта система не будет изменена, нет шансов это проломить. По отношению к репатриантам. Опишите свои ощущения по этому вопросу. Достаточно ли делает государство для успешной интеграции русскоязычных репатриантов? Да нет, конечно, недостаточно. Государство очень мало делало всегда и очень мало делает сейчас. Самое главное – это язык. То есть, когда человек приезжает, для его интеграции нужен язык. Он не должен ни о чем думать первое время, он должен целыми днями сидеть и учить язык. Государство не дает для этого условий. Несмотря на то, что существуют языковые ульпаны, студии, где репатриантов учат, государство, во-первых, той финансовой помощи, которую государство дает на этот момент, не хватает людям для того, чтобы жить. Люди, соответственно, вынуждены идти на работу причем достаточно низкоквалифицированную, у них не остается времени и сил для того, чтобы это все совмещать с уроками. Люди проваливаются в языке. В итоге люди выходят на уровень, когда можно объясниться на рынке, и не более того. Это
огромный ущерб государству. Второй момент – это стаж, когда репатриант приезжает, ну, при мне, например, да, у меня было полгода на полном обеспечении, пусть маленьком, но все равно от государства, чтобы я учил язык, а следующие полгода у меня это записывалось как стаж, и мне платили пособие по безработице, то есть я как бы тоже мог продолжить учить иврит. Сегодня это ухудшилось, сегодня, по-моему, нету этой нормы, а для того, чтобы получить пособие по безработице, нужен год. Я не уверен, что говорю точно, я не проверял, как конкретно это сейчас относится к новым репатриантам, но глобально это не сделано. Репатриант должен приехать и учить, он должен учить язык, ему имеет смысл преподавать какие-то дополнительные предметы, историю. Нет, опять же, не то, что у нас в школах сейчас усиливают преподавание Танаха, потому что это преподавание религии, религиозных дисциплин. А история Израиля, она не только из религиозных традиций состоит. Преподавать литературу, больше знакомить человека со страной. Для этого существовали всегда ресурсы, но этим никогда никто не занимался, потому что сюда изначально любая алия ввозилась как низкоквалифицированная рабочая сила. И чрезвычайно больших трудов стоило пробить даже в свое время, вот в 90-е, наших врачей для того, чтобы они были интегрированы в работу, для того, чтобы они получили профессиональную подготовку дополнительную, чтобы были экзамены, где их проверят. Это все нормально, потому что были и левые дипломы, и низкое качество работы, но в итоге, когда это проломили, на них до сих пор удерживается все общественное здравоохранение. Сейчас эти люди потихоньку начинают выходить, и возникает снова нехватка врачей, усиливается. И абсолютно во всех областях точно так же. Мы потеряли достаточно много ученых, которые не прижились здесь и уехали, поскольку были приглашены в другие программы зарубежные. А некоторые ученые остались благодаря программам, открытым здесь. Программа Камея была для ученых, еще несколько уровней программ было сделано в какой-то момент. Нынешний человек, приехав, он просто выброшен на улицу. Общественного жилья нет. Общаться ты можешь, ну, в основном на русском либо английском. Ты оказываешься в своем собственном котле, за пределы которого вырываешься, если ты пошел вот на завод, где у тебя есть товарищ, там, израильтянин и так далее. И в итоге русскоязычные вписываются в эту страну. Но, во-первых, не все, и многие уезжают, хотя и меньше, чем в других общинах, насколько я знаю статистику. А многие просто не дают стране того объема, который могли бы дать. Потому что почти любой репатриант, он сюда едет в любом случае изначально с любовью к этой стране и с желанием что-то здесь сделать, реализоваться здесь. Как бы, и с удовольствием отдавать, делать свою вклад в страну, пусть даже просто в виде налогов, пусть даже высоких, если в итоге тебе обеспечен нормальный уровень жизни. А в результате ты приехал, ну и фиг с тобой, а не нравится, ну вот, чемодан, вокзал, и те, кто считает, что он интегрировался, несмотря на то, что отказывает себе то в продуктах, то в еде и живет в домике на курьих ножках где-нибудь там в Тиму-Таракане, вот именно эти люди будут говорить, что главное родину любить, а все остальное приложится. Русские репатрианты никому не нужны, и только если они не религиозные. Ой, ну что вы, если они религиозные, они тоже никому не нужны. Это абсолютная видимость, что если ты религиозный, тебя примут. Нет, тебя примут, опять же, тебя примут в твоей общине, тебе помогут на уровне общины. Но точно так же и светским, ну вот даже когда я приехал, да, в 2001 году, это уже небольшая алия, огромное количество израильтян самих, кто помогал, кто помогает, если нужно жилье, кто помогает заполнить документы. Были целые АМУТО, целые НПО, которые помогали, чем могли. Но это помогают сами люди, в том числе и с религиозными. А просто вот государство, которое скажет, что, знаешь, дорогой товарищ, вот тебе пособие, не ерунду, которую мы делаем, а то, что даст тебе не работать в течение года, в течение полутора. Вот тебе уроки, которые являются твоей работой, на которые ты ходишь раз в день, потому что ты должен выучить язык, ты должен уметь читать газеты, ты должен уметь... У нас сегодня вот с большой алии, это 35 лет уже прошло. Значит, несколько лет назад была проведена статистика. Больше половины тех репатриантов не знают язык на таком уровне, чтобы потреблять информацию из ивритоязычных медиа. Не говоря уже о том, чтобы самостоятельно что-то написать на языке, от которого никто не будет смеяться. Я вам могу, как человек, у которого всегда был доступ к
статистикам разных сайтов сказать, что аудитория израильская составляет в целом по стране до 700 тысяч человек, но постоянная это где-то 500 000. Плюс-минус, она, понятное дело, у какого-то сайта больше, у какого-то сайта меньше, у 9 канала это условная аудитория, да, там неважно сколько смотрят, это те, кто потенциально оценивается как зрители. И это уже не люди, там, которые здесь родились, у которых он родной, которым повезло, они пошли в школу, они это все сплотили сами. А это вот первое или полуторное поколение репатриантов. Первое, в первую очередь, вне зависимости от лет. Это ненормально. За столько лет государство не смогло сделать, не смогло, потому что не захотело, элементарного. Ну, была газета, скажем, да, выпускалась газета, в которой новости писались на очень простом иврите. Вот она мне в свое время помогала. Я ее читал, там иврит был с согласовками, не было интернета, были бумажные словари. И вот так вот, работая над собой час-два в день, ты мог прочесть газету. Да, а потом ты переходил уже потихоньку на безогласовок, на еще что-то. Но это я просто заставлял сам себя, и у меня была возможность не работать в этот период. Ну, там, заработки, там, здесь. А сейчас нету? Этой газеты уже нету? Нет, этой газеты уже нету. А потом были еще всякие, опять же, может быть, ее восстановили, но были, я помню, что ее закрыли. Была инвестиция какая-то, 3 миллиона, по-моему, потратили на создание какой-то системы интерактивного такого обучения, тоже там с чем-то. Там менялись все время какие-то министры, и вот при одном из них была вот такой сделан сайт. Или собирались его сделать, и тоже ничего не сделали. У нас то, как государство, построенное репатриантами и изначально созданное для репатриантов, потому что Израиль это в первую очередь государство-убежище. Туда может приехать, сюда может приехать любой репатриант, потому что ему где-то там стало плохо, или потому что ему там очень хорошо, но он хочет приехать сюда. Это вообще не важно почему. И государство провалило свою главную задачу, свое основное предназначение – нормально принимать и интегрировать репатриантов. А все вот эти вот ярмарки, там, кипучая деятельность для галочки, Министерство абсорбции и так далее, когда министр абсорбции выходит и официально говорит, что мы в первую очередь ориентируемся на лигу из Франции и Америки, которая составляет меньше, по-моему, 5% от общего количества приезжающих стран, ну, может быть, 10%. Да даже если бы она 90 составляла, как и алия русскоязычная, ты не имеешь права делить репатриантов на сорта. Но ты же министр, ты же не быдло, которое на корточках семечки лузгает. Но у нас такие министры теперь. Поэтому Израиль для новых людей сейчас стал чрезвычайно неудобным местом для репатриации, если только это не вот какая-то личная семейная привязанность или какие-то определенные условия, у каждого конкретного человека такие могут быть. А в целом, вот, если у человека нету ориентации на это, куда ехать, сюда или там в Соединенные Штаты, или, я не знаю, в Голландию или в Таиланд, ну, здесь для приема очень непростая страна. Есть плюсы. Вы сразу получаете гражданство, вы сразу получаете паспорт. Я приехал, мне тут же конверсия наличные дали, очень приятно, как бы. То есть есть плюсы абсолютные, да, и есть минусы. Про отношение репатриантов к Израилю. Вот сейчас будут собраны клише, которые мне пишут ура, патриоты, мои подписчики. Первое. Обязан ли еврей любить Израиль? Нет. Еврей вообще никому ничего не обязан. Ну, если только он у банков долг взял, тогда обязан. Детям своим обязан, родителям своим обязан. Нет, еврей не обязан любить Израиль. Израиль, как любая страна, это дом. Он предназначен как дом для еврея. И далеко не всегда он таким становится. То есть, поэтому нет. Что значит обязан? Нет. Любить вообще нельзя никого обязать. Окей? Вы это либо любите, либо не любите. Я просто считаю, что жить надо там, где тебе хорошо. Если тебе хорошо в Израиле, надо жить в Израиле. А если тебе нехорошо в Израиле, и ты его не любишь, то в Израиле жить не надо. Надо найти какое-то другое место. Вот и все. Но если тебе нехорошо в Израиле, а ты Израиль любишь, то тогда ты будешь стараться не уезжать, а за этот Израиль бороться. Выкинуть ненужную власть, ударить по руке вора, просто собачье дерьмо там, заставить местные власти убирать за уродами, которые не делают это сами. Потому что это за гранью просто. Этот уровень хамства, он, понимаете, вот то, что я считаю. Наша проблема в Израиле, вообще со всеми, с арабами, с остальным миром, между собой, неважно. Она не в источниках воды, не в территориях, не в религии, ни в чем. Она в неуважении к соседу.
соседу в широком смысле этого слова, которая начинается, когда вот стоит очередь, да, на светофоре, а какой-нибудь мудак объехал это все и пытается строиться. Когда ты идешь с собакой, она нагадила, а тебе плевать, что после этого чьи-то дети будут ходить среди этого, что будут носиться мухи. Когда ты берешь и врубаешь музыку ночью, да, и тебя не волнует, спят ли вокруг люди, тебе же хорошо. Вот это неуважение к соседу, оно в какой-то момент где-то проявилось, что у какого-то араба во время там, войны за независимость отняли квартиру или землю. Ну и что? А какой-то араб, наоборот, ему не понравилось, что еврей работает рядом с ним. Может быть, он занял его место, он взял палку и его ударил. Надо уважать того, рядом с кем ты живешь. Это все, что нужно для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь. А не придумывать себе, почему ты его не уважаешь. Потому что он правак или левак, потому что он не той сексуальной ориентации. А тебе какое нафиг дело? Ты с ним собирался спать, что ли? Какое кто сексуальной ориентации? Да? Что он ест, как он пьет? Может он в субботу ходить по улицам или идти на работу, или зайти в магазин, или ему это надо запретить? Как бы, или наоборот, надо всех силой заставить есть свинину. Ведь на самом деле то, что делают сегодняшние ортодоксальные вот эти устражители, это ровная калька с того, что делали против них. Только их силой пытались обратить в другие верования, а они силой пытаются навязать свои. Чуть-чуть уважения, вот и все. А любовь, не любовь, она уже там как получится. Полюби и прими Израиль, и он полюбит и примет тебя. Все твои неудачи от твоего непринятия. Ну, хорошо, наверное, есть такая точка зрения. Есть фраза, она гласит, что Израиль как зеркало, и он возвращает тебе то, как ты, ну, поэтому типа не плюй на пол и так далее. Я очень люблю Израиль. Я когда уезжаю куда-то за границу, то мне там через какое-то время уже даже наших местных арсов начинает как-то не доставать. Вот это проходит в тот момент, когда я вернулся, сел к этому арсу в такси и как бы... Но в то же время, да, я очень люблю Израиль, я знаю все его плюсы. Я знаю, что тот же самый арс, по крайней мере, я на это надеюсь, если мне будет плохо, он мне точно так же поможет. А потом мы снова поругаемся. Хорошо относиться к Израилю – это не значит молча проглатывать все, что делает Израиль. Потому что хорошо я отношусь к стране, я хорошо отношусь к людям. Но я не обязан хорошо относиться к правительству, никакому. Я не обязан хорошо относиться к чиновнику, никакому. Я не обязан никому хорошо относиться в зависимости от его денег, в зависимости от его связей. Как бы я отношусь хорошо, и любой человек, я думаю, может относиться хорошо ко всем, пока эти все не доказали обратного какими-то своими действиями или поступками. То есть и я очень рад тому, что Израиль есть. Я к нему хорошо отношусь. Но то, что Израиль мне возвращает, я в основном получаю вопреки израильским государственным органам. Благодаря людям, благодаря стране, но совершенно не благодаря государству. За исключением вот этого конверта, который мне дали в первый день прилета сюда. Про пропаганду в Израиле, типа ее нету, она только в России, а здесь тебя не обманывают, а говорят правду. Ну, конечно, говорят нам правду. То есть пропаганда у нас есть внутренняя. Вот, пропаганда льется достаточно активно. Пропаганда использует чрезвычайно продвинутые методы манипуляции сознанием. Что касается, я не буду это связывать с российской или любой другой страной, где диктатура уже оформлена. Да, там у вас просто закрытый ящик, и в этом ящике все телевизоры плюс-минус показывают одно и то же. Потом вы идете в интернет, там одно и то же, потом вы идете там на радио или на улицу, и там на билбордах тоже одно и то же. В Израиле просто это государство в пути туда, то есть оно еще не пришло к этому. Но пропаганда моет мозги совершенно хорошо на внутренний рынок. Вот. А на внешнюю улицу у нас пропаганды нету. То есть у нас даже есть вроде бы какие-то деньги, которые были на это выделены во время войны, но я не очень понимаю, кто их осваивал. Ну, то есть кто их осваивал, если они были выявлены, понятно, их осваивало правительственное бюро рекламы, да, то, что называется Лишкат Персум Мемшальти, ЛАПАМ. И эффекта мы, как видите, большого не увидели. Но в разных странах диаспоры, просто люди в разных блогах и так далее делают, что могут. Это не государственная пропаганда, это именно вот наша любовь к стране. И я знаю людей, которые из страны уехали, потому что они не смогли здесь жить, страна не дала им этой возможности. Но они все равно ее любят, они все равно за нее вписываются, они по ней скворчают, тоскуют и так далее. В заключение дайте пару советов новым репатриантам, кто собирается репатриироваться, или которые уже репатриировались.
Слушайте, советов здесь, господи, я даже не знаю. Я, во-первых, могу сказать, что легко не будет. Да, но если только вы не везете с собой несколько миллионов долларов, легко не будет. Вы же в Израиль едете по какой-то причине. Вам здесь что-то нравится больше, чем есть в том месте, где у вас. Я просто советую сконцентрироваться на этом, а не на недостатках. Если вы уезжаете из страны, где антисемитизм дошел до такой степени, что опасно выйти на улицу, то сосредоточьтесь на том, что вам здесь хорошо ходить по улицам. Если вы уезжаете из какой-то страны, где у вас не хватало заработка на достойную жизнь, посмотрите на то, что здесь, если вы приложите усилия и все сделаете правильно, у вас это получится. Здесь мягкие условия финансирования, здесь хорошие люди могут оказаться рядом с вами. Здесь рядом с вами окажутся плюс-минус такие же люди, как вы. Да, просто вы сами выберете себе вот этот вот круг. И самое главное, что даже если будет очень тяжело и очень плохо, вы помните, пожалуйста, что это никогда не финальная стадия. Во-первых, Израиль – это огромный мировой перекресток, и никогда не знаешь, куда тебя выведет дорога в конечном итоге. А во-вторых, на этом перекрестке есть очень много внутренних возможностей, которые можно использовать. Здесь огромное количество минусов, препятствий. Здесь эта страна постоянно испытывает тебя на прочность. И в какой-то момент ты говоришь, да пошло оно все нафиг. Как бы сколько же можно это терпеть? Но если вы это выдерживаете, то в какой-то момент открывается огромное количество прекрасных качеств. Здесь хорошее море, здесь прекрасная ночная жизнь, здесь дружелюбные люди, здесь нету такой хлещущей из тебя агрессии у каждого, кто идет напротив, наоборот. Здесь можно спокойно заговорить с человеком на улице, никого это не удивит. Здесь, если, не дай бог, вы упадете, никто не перешагнет через вас. А это именно то впечатление, которое вот у меня лично возникло в Нью-Йорке, когда я первый раз туда попал. Это бешеная энергетика, бьющая через край, но если ты споткнешься, то просто это твои проблемы личные. Здесь это все еще не так, слава богу. Здесь, вы знаете, здесь появился некоторое время назад магазин, который торговал, ну и торгует сейчас, брендовыми изделиями для малышей. Соски от Гуччи по $200, там, ну и так далее. Так вот, его хозяин рассказывал, что у него две категории покупателей. Люди, которые приехали из России, ну, в целом, из бывшего Советского Союза, да, и арабы. Вот здесь до сих пор не принято носить вот это все с брендами. Как бы здесь до сих пор на всю страну, по-моему, две Феррари, а вообще такими распальцованные мальчики корветы себе покупают, ну, там, бэхи себе покупают и так далее, ну, такие достаточно рядовые. Это не вопрос денег. Я лично видел, как человек весом в $4 миллиарда, владелец одной из крупнейших страховых компаний, шел в шлепанцах в обыкновенную такую столовку, где подают спагеттию, потому что он привык туда ходить. Здесь огромное количество денег выделяются на гуманитарную помощь. Вот именно такими людьми. Это поколение, оно еще существует, но это та самая соль Израиля, которая есть. Я лично ненавижу нынешнее правительство не за проблемы в армии там, или в обороне, или в финансах, а за бесконечную подстрекательскую деятельность, которую она ведет, и которая убивает вот этот Израиль, которым он когда-то был. Да? Но на самом деле это не страшно до сих пор еще, потому что была вот, просто последняя великолепная карикатура, которую я только что видел перед Новым годом, которую кто-то нарисовал, в которой человек выходит из такси, и этот человек говорит таксисту, что сволочь ты, правая, фашист такой, с Новым годом тебя. А тот ему отвечает, левый предатель, тебя тоже с Новым годом. Оно еще есть. Мы даже когда на митинги выходим разные, мы под одним и тем же флагом выходим, поэтому или у вас все будет хорошо, или для этого хорошо надо будет чуть-чуть больше усилий. Но все равно хорошо получится. Спасибо, Эмиль, за это интервью, за то, что пришли на мой канал, пока еще маленький. Я желаю вам удачи, все получится, канал тоже вырастет, если вы этого захотите. И очень рад, если... Спасибо вам, во-первых, за то, что позвали, и буду очень рад, если хотя бы свои там 5 копеек в этот рост добавлю. Спасибо вам, всего доброго. Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка, ага, тут жизнь не конфетка.